Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на светлую сторону гинекологии, где приоритетами являются наука, опыт и любовь к женщине. И сегодня мы с вами встречаемся уже в 34-й раз в рамках мероприятия «Акушерство и гинекология в системе доказательных координат». Сегодня у нас 10 июля, 18:00 по московскому времени, и я с нетерпением жду, когда соберется дорогая аудитория. Сегодня совершенно необычное мероприятие, по крайней мере, для меня. Формат подразумевает участие специалистов либо очень молодых, но в основном рассчитано сегодняшнее мероприятие, конечно же, на женщин. Да? На женщин, которые с нетерпением ждут ответа на вопрос. Если менопауза не за горами, а она точно не за горами, потому что это такой неизбежный трек, неизбежная траектория, да, которая всех приведет когда-то к этой точке или к этой финишной прямой, но эта прямая абсолютно не финишная. Да? Мы сегодня будем на эту тему много говорить. И сегодня мы постараемся обсудить то, как не сойти с этой дистанции, потому что действительно менопауза иногда является тем фактором, который заставляет женщин сойти с дистанции, жизненной дистанции немного раньше, чем это должно было произойти бы, если бы не эта самая менопауза. Вообще, друзья, позвольте представиться, потому что не все, наверное, меня знают среди такой непрофессиональной аудитории. Непрофессиональный означает то, что слушатели сегодня являются в основном не представителями медицинской специальности, да, медицинских специальностей. Меня зовут Бондаренко Карина Рустамовна, мне 44 года. Я абсолютно не поняла, как случилось так, когда из совершенно молодого, подающего надежды специалиста я вдруг превратилась в такую солидную даму, доктора наук, врача, акушер-гинеколога, ультразвуковой диагностики с общим стажем по специальности 22 года. Помимо всего, я бы хотела подчеркнуть, так скажем, экспертность в этой задачи, которая стоит сегодня перед нами. Я являюсь действующим членом или членкой, как это правильно говорить, Международного общества по гинекологической эндокринологии, Европейского общества по менопаузе и андропаузе. Как раз на фото вы видите кадры прошедшего совсем недавно, буквально 14-16 мая 2025 года в замечательном городе Валенсия, конгрессе, который был посвящен самым последним достижениям в области управления менопаузой и андропаузой. У меня очень много печатных работ, это, наверное, не так интересно, и я являюсь автором телеграм-канала «На светлой стороне гинекологии». В общем, приятно познакомиться. Да, у меня нет конфликта интересов, за исключением одного, пожалуй, мне 44 года, и все эти юные девушки, на которых большинство из слушателей выросло, переживая за их героинь в различных голливудских фильмах. Посмотрите, в какой возрастной группе они оказались. Как так? Сандра Буллок, 60 лет, да, наша замечательная, сексуальнейшая из всех главная героиня фильма «Маска», ей 52 года, да, героиня фильма «Титаник», 49 лет, Кейт Уинслет и так далее. Я не говорю уже про Джулию Робертс и вообще даже не стала помещать на этот слайд всеми обожаемую, да, по тому драйву, который она задает, Дженнифер Лопес. Это, конечно, звезды. Мы с вами, каждая из нас тоже звезда. И сегодня я постараюсь с помощью доказательной медицины, с помощью науки, с помощью собственного опыта помочь вам, рассказать вам, уважаемые слушатели, зрители, какие инструменты медицинские, эффективные, безопасные сегодня существуют для того, чтобы, во-первых, распознать, что с вами происходит, на каком жизненном этапе, на каком интервале вашего жизненного пути вы сейчас находитесь, и как постараться присоединиться вот к этой большой группе женщин, которых скоро будет очень много, нас будет скоро огромное количество. Сегодня в мире около миллиарда женщин проживают в возрасте перименопаузы, так называемом. Да, это возраст, который захватывает период перехода в менопаузу. Это может быть от 2 до нескольких лет, 5, 7, у кого-то 8. И постменопаузу миллиард
жителей планеты Земля сегодня с нами по одну сторону этого барьера. Ну, так скажем, все мы будем там, и к 30-му году ожидается, что еще больше женщин окажется вот в этом самом интервале, да, своего жизненного пути. Ежегодно в менопаузе оказывается около 47 миллионов женщин. То есть вопрос, ну, как минимум актуальный. Да? И, конечно, вот это замалчивание того, что происходит с нами, когда мы пересекаем эти новые этапы, оказываемся один на один с тем, чего раньше никогда не было. Мы все с удовольствием говорим про беременности, про роды, про уход за детьми, а менопаузы как будто бы нет, да? Как будто бы, ну, если кто-то уж и не страдает, то это связано с природой, с генетикой, и как поведет. Такая лотерея, да, с неопределенным итогом. Для кого-то это будет выигрышно, для кого-то не выигрышно. Давайте постараемся сделать так, чтобы для каждой женщины сегодня, в 21 веке, вот этот вот лозунг и вот это кредо, которое было с нами на протяжении всех этих лет, стерпится, слюбится, нужно немножечко потерпеть, завтра будет легче, чтобы это все кануло в лету, и мы сегодня с вами оперировали совершенно другими категориями, потому что мы можем быть разными. Посмотрите, как по-разному выглядит, например, Софи Лорен, которая действительно стареет красиво, с этим не поспоришь, она и сама по себе великолепная женщина, ей 63 года на этом снимке. У меня, кстати говоря, в моей презентации будет некоторое количество слайдов с Большого конгресса Валенсии. Это тоже слайд принадлежит не мне, это слайд одного профессора из Соединенных Штатов Америки, который как раз-таки позволил себе сравнение матери известного немецкого художника Альбрехта Дюрера, который проживал в Нюрнберге. Я была, кстати говоря, в том доме, где он когда-то проживал. И как раз-таки это его мама, тоже 63-летняя женщина. То есть, ну, явно разница есть, и это там не фотошоп, да, это не те снимочки, которые мы часто видим в интернете до-после. Коллеги, друзья, слушатели, все, кто сегодня собрались, давайте определимся с тем, сколько будет продолжаться наше мероприятие и чему оно будет посвящено по своей структуре. Вначале придется подумать, да, то есть будет нелегко, придется посоздавать новые нейронные связи, потому что без этого дальше никак, да, и чем больше нейронных связей, чем больше будет наша нервная система трудиться над какими-то интеллектуальными задачами, тем больше шансов жить в здравом уме и трезвой памяти многие долгие лета. А мы поговорим о том, как работает женская репродуктивная система. На самом деле не каждый акушер-гинеколог до конца погружен в нюансы этих сложных, таких хитросплетений эндокринологии, неврологии и, собственно, даже микробиологии, да, очень много чего замешано в этом миксе. Мы попытаемся такими широкими мазками, очень четкими определиться в понятиях. Какие уровни репродуктивной системы нас будут интересовать, потому что нам очень важно понимать, с какого края нам потом подходить к решению проблемы, когда репродуктивная система начнет спотыкаться, и где подставить ей ту самую соломинку. Для чего нужны гормоны, и вообще, что такое гормоны, и почему у нас такая какая-то иррациональная фобия, почему мы так боимся этого слова. Я вам расскажу, откуда появилась вот эта вот всепоглощающая боль, когда мы слышим слово гормоны, причем гормонов боятся, друзья, не только женщины, не только не представители врачебной специальности, многие, к счастью, сейчас все меньше и меньше, акушеры-гинекологи, какие-то онкологи и смежные специалисты почему-то испытывают какой-то невероятный иррациональный страх, когда они слышат заместительная гормональная терапия или менопаузальная гормональная терапия. Дальше мы поговорим о том, как стареет женская репродуктивная система. Да, это грустно звучит, но это официальный термин. Старение женской репродуктивной системы оцифровано. Все мы примерно проходим один и тот же сценарий. У кого-то он растянут во времени, у кого-то он достаточно лаконичен, и можно его проскочить, даже не заметив. И мы поговорим, как распознать, в какой точке сегодня вы очутились, да, и сколько тикать тем самым женским часиком, да, в нашем таком непродолжительном бабьем веку. Извините, но это цитата, никакого, так скажем, жаргона. Мы поговорим о том, как определить вообще менопаузу и как можно влиять на возраст наступления менопаузы. Потом мы с вами коснемся еще одной совершенно непростой задачи – усидеть на американских горках менопаузального перехода. Друзья, если действительно этот эпитет и характеризует что-то хорошо, так это то время, когда мы переходим из стабильного состояния
репродуктивной фазы жизни, когда менструации ежемесячно, ну, кого-то радует, кого-то расстраивает, но это происходит очень регулярно, в другую, достаточно тоже стабильную фазу нашего существования земного, да, это когда уже не работает репродуктивная система, нет никаких вспышек, нет никаких менструаций. И вот этот период, когда система перестраивается на новый режим работы, а точнее уже не работы, это очень сложный и самый сложный период в жизни женщины, который нельзя игнорировать, да. Это, к сожалению, как я писала в анонсе, стало таким вот мемом, где-то это стало поводом для шуток, каких-то токсических оценок, да, и когда я была совершенно юной, я помню, что климактеричками мы называли женщин психологически нестабильных, каких-то очень серьезных, порой агрессивных, как нам казалось, да, будучи юными студентками, нам казалось, что это все где-то и далеко и никогда не случится ни с кем из нас. Потом мы поговорим о том, есть же жизнь на Марсе или ее нет. После пересечения красной линии, когда менопауза уже будет пройдена, потому что менопауза проходится. Менопауза, друзья, это не что иное, как термин, под которым мы подразумеваем последнюю естественную менструацию в жизни женщин. Это не процесс, это одно событие, пусть даже растянутое на 5-7 дней. Потом мы поговорим о том, что есть у нас, у акушеров-гинекологов, где-то там, в сундучках, у кого-то это уже стоит на столе, как, не знаю, комплиментарное шампанское в отеле, да, из того, что мы сегодня можем выбрать для того, чтобы нашим пациенткам жилось долго, качественно, весело и, в общем-то, безоблачно, да, насколько это может быть в возрасте, когда мы перешагнули черту в постменопаузу. Мы поговорим о менопаузальной гормональной терапии. Мы коснемся показаний, противопоказаний. Я попытаюсь развеять один очень серьезный миф, который сковывает по рукам и ногам не только девушек, женщин перед принятием решения о том, действительно ли предписания врача не продиктованы какой-то теорией заговора, биг-фарма, там чего-то колдует, да, чтобы мы с вами стали заложниками этого состояния. Действительно, если говорить откровенно, то на больших площадках достаточно часто обсуждается так называемая проблема медикализации менопаузы, да, когда мы вдруг делаем наших пациентов заложниками нас самих, да, как бы можно это так интерпретировать, когда мы назначаем менопаузальную гормональную терапию. Конечно, это терапия. Конечно, это не означает, что каждый человек, который пересек эту черту, должен получить какую-то пилюлю, гель там, или свечку, или что-то еще для того, чтобы жить дальше. Нет, это то, что, наверное, будет необходимо далеко не всем, а может быть, когда-то по прошествии какого-то количества времени мы поймем, что с учетом увеличивающейся продолжительности жизни это может потребоваться почти всем. Ну, по крайней мере, сегодня вот в этой точке, в которой мы оказались, мы переживаем действительно ренессанс, да, восстановление такого здорового, нормального отношения к гормонам, к менопаузальной гормональной терапии. Дальше тоже плавно перетекая из такой системной менопаузальной гормональной терапии, когда мы пытаемся закрыть все пробоины на этом тонущем корабле назначением каких-то больших препаратов, есть еще такие варианты очень мягкого, локального преодоления проблем, связанных с очень серьезными, так скажем, препятствиями на пути, например, сексуальной жизни, да, когда у женщины из-за дефицита эстрогенов и не только, но и андрогенов возникает сухость в нижних отделах женского репродуктивного тракта, какие-то непрекращающиеся циститы, которые лечат тоннами антибиотиков, хотя разгадка вот этой тайны, она очень поверхностна. В постменопаузе, конечно, с циститами мы должны справляться ни в коем разе не антибиотиками или не только антибиотиками. А потом поговорим и обсудим, что есть в нашем арсенале из такого негормонального, да, потому что действительно, помимо страхов, пусть даже и иррациональных, часть пациентов попадут в категорию тех, кому противопоказана менопаузальная гормональная терапия, вообще гормоны, да, по каким-то очевидным доказательным, так скажем, причинам. И здесь мы будем искать выход, и мы его обязательно найдем. Итак, начинаем со сложного. Как работает женская репродуктивная система? Вообще, наша женская репродуктивная система, она сегодня интересует в большей степени яйцеклетки, да, которые определяют тот самый бабий век.
закладываются очень задолго до рождения. И уже на 5-й неделе внутриутробной жизни, это только неделя задержки, когда женщина еще только осознает и делает первые тесты, и понимает, что она беременна, вот в этот момент уже начинают закладываться яйцеклетки. Дальше огромными темпами количество их увеличивается, и где-то к экватору беременности женщина имеет пик яйцеклеток. Зачем это надо? Очень странная мать природа. Вообще сегодня мать природу будем критиковать. Конструктивно, но немножечко, так скажем, она того заслуживает. 6-7 миллионов ооцитов или яйцеклеток женских половых клеток томятся в яичниках девочки, которые находятся внутри, на совсем вот каком-то внутриутробном этапе своей жизни. И с этого момента мы только теряем. Мы теряем, и чем больше у нас запас яйцеклеток, тем быстрее скорость потерь. Посмотрите, к рождению из этого множества остается только миллиончик всего лишь, да? А когда девочка оказывается перед вот этим самым пубертатом, да, когда она переживает еще одно критическое событие в своей жизни, это менархия или первую менструацию, количество этих ооцитов достигает лишь 300 тысяч. Но нам тоже, кажется, этого достаточно было бы для того, чтобы растянуть это удовольствие, хотя бы лет до 80. Да? Вообще, друзья, я буду отвлекаться, буду делиться с вами какими-то своими наблюдениями, своими, так скажем, даже далеко идущими, может быть, выводами, да. Вот удивительный факт заключается в том, что, несмотря на то, что если мы возьмем продолжительность жизни женщины, которая может составлять почти 100 лет, половину этой продолжительности жизни максимальной женщина может оказаться в состоянии постменопаузы. Зачем? Природа сотворила с нами такую злую шутку. Почему все остальные млекопитающие, да, практически до своего последнего дня существования фертильны? Почему мужчины, в принципе, да, хотя мы относимся к одному виду, Homo sapiens, они имеют возможность размножаться вплоть до самого последнего дня? Почему наш женский век, так скажем, связан не только с размножением, но и с огромным количеством функций, которые падают на плечи, да, на биологические эффекты вот этих самых эстрогенов, андрогенов, прогестерона, мы вдруг их утрачиваем в середине этой самой земной жизни. Очень много на этот случай рассуждений, но вот если так вот попытаться как-то глобально посмотреть, как наука объясняет, почему мы сталкиваемся вот с этим вот прекращением работы репродуктивной системы, когда еще жить ей жить, да, первое – это потому что есть такой феномен бабушки. То есть как будто бы мать природа заложила в нас то, что в 50 лет мы должны уже становиться бабушками, да, и помогать следующей генерации детей воспитывать их внуков. То есть это вроде бы как будет способствовать лучшему выживанию вообще нашего вида, да. Вторая история, она какая-то интересная, такая очень примитивная, она связана с тем, что это просто такой феномен, который произошел из-за того, что мы стали дольше жить. То есть раньше мы жили, там, особенно в доисторические эпохи, да, там буквально 20-30 лет. И, конечно, мы даже не доживали до своей менопаузы. Сейчас мы ее здорово переживаем. И, кстати говоря, ученые прогнозируют, что постепенно вот эта несправедливость вселенская, она чуть-чуть исправится. То есть возраст менопаузы вроде как будет подползать за вот этой вот огромной продолжительностью жизни, которая сегодня имеется, да, вот, в основном, по крайней мере, в развитых странах. Ну и еще одна гипотеза, она достаточно понятная, заключается в том, это третья, да, которая объясняет, почему вообще менопауза возникает и зачем она нам сдалась, это то, что пока мы молоды, учитывая, что там яйцеклетки томятся уже 50 лет, вроде как надо сворачиваться, да, что откладывать эти самые яйца, да, мы можем только когда еще качество их достаточно хорошее, да, потому что потом уже, переходя этот возраст, который у всех млекопитающих примерно ограничен вот этим 50-летним, да, интервалом, мы уже не имеем такой возможности дать, так скажем, для рождения потомства свой качественный биологический материал. То есть вот такие три гипотезы, совершенно обидные, несправедливые, но попытаемся
помочь матери природе, да, и помочь нам самим преодолеть эту вселенскую, опять же, несправедливость. При этом, друзья, посмотрите, около 1000 маленьких примордиальных фолликулов остается в яичнике даже после того, как они уже не работают, после того, как они уже не выдают эти яйцеклетки ежемесячно, да, и после того, как мы уже не сталкиваемся радостно или грустно, да, с этими ежемесячными физиологическими явлениями, как менструация. А вот этот слайд немножко сложный, да, вот этих вот 1000 так называемых примордиальных фолликулов. Что это такое? Это маленькая яйцеклеточка, которая окружена таким венчиком из гранулезных клеток, в таком домике, которые помогают ей, ну, как бы выжить, да, в этих непростых условиях. Вот эти ооциты в огромном количестве, как мы выяснили, 6-7 миллионов, это пик, да, который у нас есть, мы их всю жизнь тратим. И очень многие переживают, как на это будут влиять коки, как на это будет влиять ЭКО, как на это будет влиять беременность, лактация и что-то еще. Друзья, процесс созревания и превращения вот этой маленькой яйцеклетки в окончательный свой кульминационный такой продукт, это то, что выходит из доминантного фолликула, да, из такого пузырька в середине каждого цикла, это процесс очень долгий. Занимает он 200-300 дней. То есть у нас постоянно идет процесс так называемого фолликулогенеза или созревания фолликулов, когда из большого множества доходит до финишной прямой только один. Иногда, когда мы молоды, точнее всегда, когда мы молоды, вот этот пул фолликулов, который пускается в этот рост, составляет 30-50. Когда мы уже подходим к рубежу 40 лет, в этот пул, ну, входит 1, максимум 2 фолликула, и, как мы понимаем, даже бывает такое, что не все доходят до финишной прямой. И большая часть вот этого самого фолликулогенеза или созревания фолликула до своего кульминационного момента, к сожалению, никак не контролируется внешними факторами. Это такой саморегулирующийся процесс, или, как мы говорим, паракринный, на который невозможно повлиять. Конечно, я бы, как акушер-гинеколог, да и как женщина, с удовольствием бы выковырила из своих недр вот эти вот 1000 яйцеклеток, которые сидят в ооцитах, как применением каких-то гормонов, да? Но я не могу это сделать, потому что это невозможно, по крайней мере, вот в той точке, в которой мы сегодня очутились. А все, на что мы можем повлиять и влияем, это то, что так называемый фолликулостимулирующий гормон, зависимые процессы, гормонально зависимые процессы, это последние там 20 дней этого длинного пути. И когда мы используем коки, проводим ЭКО, вот эту вот авариальную стимуляцию, мы воздействуем только вот на этот финишный отрезок прямой, да, который занимает там долгие 200, а то и 300 дней. Друзья, здесь еще немножечко нужно определиться с понятиями. Вы все знаете, да, в Москве вообще был такой сейчас недавно аттракцион невиданной щедрости, когда всех женщин до 40 лет пустили на требование на такой гормон АМГ или антимюллеровый гормон. И все, конечно, немножко сенсибилизированы, ажитированы, что за такой гормон, да, который так увлекает там, правительство города Москвы, почему все женщины должны проходить тестирование. А это действительно тот гормон, который в какой-то степени наряду там, с возрастом, наряду с характеристиками цикла, с ультразвуковой картинкой определяет так называемый авариальный резерв, то есть сколько порохов в пороховницах. И мы судим по тому, насколько перспективна женщина, да, с точки зрения применения каких-то конкретных, например, доз гормонов в ЭКО, да, в вот этих вот циклах авариальной стимуляции, или ориентируясь на этот гормон в том числе, не как на единственный маркер, да, но тем не менее, что это за такой гормон? Этот гормон вырабатывается, когда фолликул, вот этот вот маленький ооцитик, фолликул достигает определенной стадии. Это фолликулки, которые уже становятся видны на УЗИ от 2 где-то до 4 до 5 миллиметров. Вот они способны вырабатывать антимюллеровый гормон. И когда они есть в яичниках, да, мы видим, что процессы жизни еще существуют. Да? Мы не увидим примордиальные никогда, которые будут и останутся у всех у нас на долгие-долгие лета. Мы увидим только вот эти фолликулы на УЗИ, и мы сможем определить антимюллеровый гормон. Вообще, что такое гормоны, друзья? Гормоны, говоря таким простым языком, да, наверное, обывательским или метафорическим, это те слова, которые, складываясь в стройные предложения, помогают органам взаимодействовать друг с другом для того, чтобы решить какую-то задачу, какую-то биологическую функцию. Это вещества, которые вырабатываются в специализированных органах, называются они
эндокринные железы, да, это могут быть, если мы говорим о системе, это яичники или женские половые железы или гонады. Бывают женские гонады, мужские гонады. И вот эти гормоны, вырабатываясь в яичниках, поступают в кровь и взаимодействуют на клеточках-мишенях, которые есть везде, везде, везде в нашем организме. Для каждого гормона он свой, этот рецептор, да. После этого взаимодействия запускается цепочка реакций, когда гормон, после того, как он садится на этот рецептор, поступает в ядро и запускает синтез ДНК, да, и после того, как начинает синтезироваться матричная РНК, синтезируются молекулы белка, и мы получаем какой-то эффект, например, выработку какого-то гормона, например, синтез того же любимого всеми красотками коллагена, да, или чего-то еще. Так вот у меня почему-то пришел на ум именно этот белок, очень странно по Фрейду. Но это происходит везде и всюду, да, разные гормоны дают нам разные эффекты. И сегодня, конечно же, в большей степени мы будем говорить о эстрогенах, потому что эстрогены – это то, что действительно наше все, наше женское все. Сегодня моветон разделять гормоны на мужские и женские, слава богу, хотя бы здесь хоть какое-то гендерное равенство восторжествовало. Сегодня мы говорим половые, стероидные гормоны, мы подразумеваем не только эстрогены, но и андрогены, и прогестерон, да. Но посмотрите, для чего я привела этот замечательный слайд, эту картинку, которую со мной поделилась, кстати говоря, ловите те, кто живет в Европе. Моя супер замечательная подруга, коллега, единомышленник Елена Кудинова, которая проживает в Варшаве, является одним из сильнейших специалистов в области менопаузы. Поэтому настоятельно рекомендую обратить свои взоры для тех, кому это нужно, на этого специалиста. Так вот, рецепторы к эстрогенам, тем самым, да, которые вырабатываются в яичниках, есть везде и всюду. Нет ни одной ткани, почти ни одного органа, на котором бы не было вот этих самых рецепторов, к которым прикрепился бы гормон и реализовал какой-то свой эффект. Отсюда, друзья, следует 3 глобальных вывода. Первое. Эстрогены влияют практически на все. Второе. Потеря эстрогенов приводит к изменению очень многих органов и систем. И третье. Вводимые эстрогены, когда исчезают свои собственные или по каким-то другим причинам, также могут изменить структуру и функцию огромного количества органов и систем, которые выходят далеко за компетенцией гинекологической специальности. И в этом случае мы, акушеры-гинекологи, вынуждены вынимать голову из малого таза, с удивлением обнаруживая, что, ух ты, у женщины есть мозг, у женщины есть кости, у женщины есть сердце, сосуды и много-много чего, что мы можем либо подпортить ей знатно, либо, наоборот, сохранить в почти первозданном виде. Поехали дальше. Мы определились с понятиями, что такое гормоны, как происходит закладка и дальнейший рост фолликулов. И еще есть очень интересный механизм, о котором важно помнить, потому что на этом механизме основано практически все. И это, кстати, механизм так называемой отрицательной обратной связи. Он реализуется не только в рамках нашей репродуктивной оси, а практически все эндокринные системы, которые завязаны на головном мозге, работают вот по такому принципу. Что такое механизм отрицательной обратной связи, о котором важно знать, наверное, любому человеку, который интересуется и хочет вникнуть и говорить о гормонах проще, понятней. Он заключается в том, что высшие центры регуляции репродуктивной системы, конечно же, находятся в голове, да? Они в малом тазу, и находятся они в такой структуре головного мозга, как гипоталамус. Гипоталамус вырабатывает один очень важный гормон. Это гормон называется гонадотропин-релизинг гормон, у него есть еще синоним гонадолиберин. И вот этот гонадолиберин уже взаимодействие, точнее воздействие на другую очень важную точку, точнее уровень репродуктивной системы, который называется гипофиз, заставляет гипофиз вырабатывать еще 2 важных гормона, которые как раз-таки мы с вами очень часто слышим, употребляем, особенно те, кто занят репродуктивной медициной или просто приходит к гинекологу и просит, дайте мне сдать на гормоны, или гинеколог рекомендует сдать на гормоны. Мы рекомендуем сдать на 2 гормона. Это лютеинизирующий гормон и фолликулостимулирующий гормон, которые отражают то, насколько полноценно гипофиз вырабатывает эти гормоны, да, и не только. Мишенью для этих 2 гормонов являются уже более близкие
телу каждого акушера-гинеколога органы, как раз-таки заключенные в полости малого таза, это яичники. А вот яичники, в свою очередь, под воздействием ЛГ или ФСГ, это аббревиатура лютeinизирующего гормона и фолликулостимулирующего, в свою очередь, ответственны за выработку тех самых стероидов, важнейших стероидов, которые определяют так много в нашей женской жизни, от функции размножения до красивых кожи, ногтей, волос и прочих бьюти-эффектов и связанных со здоровьем функций. Андрогены, эстрогены и прогестины. Друзья, здесь есть тоже одна очень важная концепция, которая звучит так. 2 гормона и 2 клетки. Точнее, 2 клетки и 2 гормона. В наших яичниках есть 2 типа клеток. Одни из них клеточки гранулезы, да, которые окружают, как я вам показывала, таким венчиком каждую яйцеклетку, которая томится, хранится надежно под защитой вот этих клеточек гранулезы, вырабатывают те самые эстрогены. А есть еще клетки теки, которые под воздействием гормона уже лютeinизирующего, а клетки теки, они, знаете, они раскиданы по всему яичнику и тоже окружают вот эти вот фолликулы маленькие, они вот таким надежной опорой, даже питанием, да, для того, чтобы защитить уже клетки гранулезы и, как следствие, да, как самая главная такая эссенция этой всей структуры, это ацид от каких-то внешних воздействий. Вот в этих клеточках теки под воздействием ЛГ начинается так называемый стероидогенез, как мы говорим врачи, а на самом деле это синтез стероидных половых гормонов. Он начинается очень интересно, начинается он из холестерина. Сейчас мы на этом немножко остановимся, потому что это прям такая вот тоже важная история. Холестерин, который все так ненавидят, он, кстати, очень часто ползет вверх, да, когда женщина переходит в самую красную линию в виде менопаузы. Холестерин является субстратом для того, чтобы из этой молекулы в конце концов получились либо андрогены, либо эстрогены, либо прогестины. И когда под воздействием ЛГ-ФСГ в яичниках мы получаем что-то, да, эстрогены или андрогены, через отрицательную обратную связь, так называемую, да, о которой я начала говорить, когда этих самых гормонов становится достаточно, они сигнализируют гипоталамус: «Эй, гипоталамус, стоп, все, у нас всего хватает, остановись, пожалуйста, остановись», да, и гипоталамус останавливается. Все. Процесс вот так регулируется. Что происходит, когда женщина приближается к менопаузе? Поскольку количество ацитов у нас заложенное внутриутробно, да, не увеличивается никогда, а только уменьшается, в какой-то момент мы оказываемся в такой точке, что как бы ни, извините, вопил гипофиз: «Эй, дай нам эстрогенов, яичник, дай нам эстрогенов», а как он может вопить, как он может разговаривать, выпуская много-много ФСГ, гормона, который ответственен за синтез вот тех самых фолликулов, да, выход яйцеклеток, фолликулостимулирующий, в названии чувствуется, да, для чего предназначен этот гормон, и не получает никакой ответочки, да, то есть и мы понимаем, что наступает менопауза, ФСГ начинает ползти вверх, потому что яичники не могут ответить взаимностью на попытки гипофиза заставить их вырабатывать больше эстрогенов, а эстрогенов нет, гипоталамус жаждет получить эти эстрогены, то есть вот так чувствует верхняя, так скажем, самая такая принимающая решение часть нашего мозга, да, ответственная за регуляцию репродуктивной системы, что все, да, система потихонечку сворачивается. Ну и еще один важный момент, на котором бы мне хотелось остановиться, это те самые гормоны. Друзья, вы удивитесь, да, но нас интересует в этой сложной системе синтеза гормонов, которые происходят вот в этих вот 2 клеточках, и не только в них, на самом деле еще и надпочечники вносят свой вклад, да, в наш такой гормональный фон. А все это происходит из холестерина, потом получается из него прогестерон, а потом на каком-то этапе я обращаю внимание вот на эту молекулу. Все это образуется, да, под воздействием различных ферментативных систем в еще одну интересную такую структуру химическую. Это так называемый прегормон, или кто-то его называет андроген, так называемый дигидроэпиандростерон, или ДГА. И вот ДГА – это, по сути, прегормон, из которого пойдешь к умным, пойдешь к красивым, под воздействием различных ферментативных систем в исходе мы можем получить либо
эстрадиол либо тестостерон. И вообще, конечно, как говорится, Ева, да, произошла из ребра Адама, это, конечно, наверное, спорно, да, с точки зрения науки мы этого не можем доказать, не опровергнуть, но то, что эстрадиол в качестве своей основы имеет тестостерон, это, ну, вот как есть, друзья. То есть женские, как мы раньше их называли, половые гормоны, такие связанные, да, действительно с огромным количеством именно таких девичьих функций, они действительно происходят из тестостерона, который, в свою очередь, происходит из дигидроэпиандростерона. Вот эти три молекулы будут очень важны для дальнейшего понимания вообще, что делать с этой репродуктивной системой, которая почему-то стремится куда-то в пропасть гораздо раньше, чем все остальные органы и системы. Друзья, что еще нового и сложного? Потерпите еще немножечко, потому что придется еще покопаться в этой гинекологической эндокринологии, без этого не получится потом с вами разговаривать почти на одном языке. А что еще важного и нового принес нам 21 век, да, скорее всего, 21 век, это то, что помимо тех привычных нейронов, клеточек гипоталамуса, в которых вырабатывается и вырабатывался гонадолиберин, нас, акушеров-гинекологов, ученых, заинтересовала еще одна зона гипоталамуса, которая ответственна за огромное количество функций, связанных с регуляцией репродуктивной системы. Эта зона называется 4 буквами, ну и даже одной маленькой, КНДИ-нейроны, 4 буквами. Зона КНДИ-нейронов, в которой вырабатываются 3 очень важных пептида. Пептиды – это такие маленькие белки, да, такие фрагментики белков, из которых строится потом большая молекула белка. Пептиды состоят из аминокислот. Так вот, эта зона КНДИ-нейронов гипоталамуса вырабатывает 3 очень важных пептина – киспептин, нейрокинин Б и динорфин. Но нас с вами в контексте нашей тематики будет интересовать один очень важный пептид – нейрокинин Б, который, друзья, оказывается ответственный за такой неприятный симптом, как приливы, когда женщине становится очень жарко, когда она краснеет, потом ее немножко потрясывает, потом у нее возникает потоотделение, точнее сначала потоотделение, потом озноб, и это происходит спонтанно ночью, днем, во время каких-то очень важных мероприятий, и просто сводит качество жизни женщины к нулю. Так вот этот нейрокинин Б, открытый совсем недавно, научились его контролировать, да, и это большой прорыв в науке. Сегодня мы можем управлять приливами не только через, так скажем, введение экзогенных каких-то эстрогенов, но и управлением вот этого самого нейрокинина Б. Что оказалось, друзья, что вот эта зона КНДИ-нейронов, в частности нейрокинин Б, очень интимно связан с центром терморегуляции. И чем активнее зона нейронов, КНДИ-нейронов, чем больше в ней вырабатывается нейрокинина Б, тем интенсивнее происходят так называемые эффекты рассеивания тепла, тем у женщины интенсивнее формируются вот эти вот симптомы, которые мы называем приливами. А эстрогены, как оказалось, как раз-таки блокируют влияние нейрокинина Б на вот эту самую активацию зоны терморегуляции. То есть, получается, как только мы теряем эстрогены, нейрокинин Б совершенно беспрепятственно начинает бесконечно стимулировать через свои рецепторы на центр терморегуляции. Да? И это приводит к тому, что женщина испытывает то, что мы называем приливами. Сегодня разработали уникальный препарат, и он, почему я говорю, что он уникальный, он первый действительно в своем классе, и сейчас на регистрации в ФДА и во многих других организациях находится еще одна формула, о которой мы будем говорить чуть позже. Это то, что способно как раз-таки заблокировать рецепторы, которые воспринимают этот самый нейрокинин Б. И это не гормональная коррекция приливов, которая действительно будет спасением для тех женщин, которым противопоказана менопаузальная терапия с эстрогенами. То есть это то, к чему пришла наука. Итак, мы переходим от очень сложного к страшному. Потом будет облегчение, не переживайте. Итак, мы сейчас поговорим о старении женской репродуктивной системы. Как узнать, в какой точке мы находимся и сколько тикать нашим часикам, которые будут скоро бить уже как куранты? Как узнать, коллеги, друзья, слушатели? Смотрите, ученые потрудились и попытались воспроизвести такой универсальный, почти универсальный сценарий старения женской репродуктивной системы, который представляет из себя отдельные интервалы
характеризующиеся очень похожими параметрами работы этой репродуктивной системы, гормональными какими-то, так скажем, параметрами и клиническими проявлениями. То есть вся наша женская жизнь вот так оцифрована от -5 до +2, и почему-то нулевой точкой этой так называемой шкалы старения или шкалы старения репродуктивной системы, которая называется Строу-10, является менопауза. Последняя естественная менструация в жизни женщин. Нулевая точка. А для чего так важно вот работать и врачам, да, и женщинам в рамках вот этой вот, не то, что работать, женщинам не нужно работать в рамках этой шкалы старения, это важно знать врачам для того, чтобы они смогли донести до каждой пациентки, которая находится, например, в позднем репродуктивном периоде или в ранней фазе менопаузального перехода, что ее ждет за углом, чтобы ей не было так страшно заглянуть на следующий этап, да, чтобы она не удивлялась тому, что, например, циклы стали не такими регулярными и не начинала бегать к врачам, пытаясь вылечить то, что, действительно, если это только единственный симптом менопаузального перехода, это не требует лечения. Подумаешь, нерегулярный. Это такой вполне ожидаемый хаос в работе репродуктивной системы у нас уже был, когда происходило становление, да, на женской репродуктивной системы. Но там тоже это, кстати, все более-менее оцифровано. Когда, да, девочка переживает менархия, там, что с ней будет происходить первый год, потом еще 2 года, и когда она окончательно должна определиться, да, что она менструирует, то же самое примерно происходит и в период менопаузального перехода. Для чего еще для нас, для врачей, так важна, так скажем, стадия старения женской репродуктивной системы, почему мы каждой пациентке должны определить эту стадию? Потому что нам вот эта стадия дает представление о том, сколько женщина фертильна, да, нужна ли ей контрацепция, нужна ли ей менопаузальная гормональная терапия. И, собственно, в исследовательских работах это тоже важно. Итак, поехали по тому отделу старения репродуктивной системы, по тому ее интервалу, который нас сегодня интересует больше всего. Начнем с позднего репродуктивного периода. Как понять, где вы находитесь? Итак, поздний репродуктивный период характеризуется тем, что тот самый фолликулостимулирующий гормон, который столкнулся с тем, что в яичниках не хватает яйцеклеток, их уже стало очень мало, начинает интенсивнее вырабатываться по механизму отрицательной обратной связи структурами головного мозга, заставляет, дай нам еще фолликул, дай, пожалуйста, дай нам эстрогенов. Мы понимаем, что как только начнет расти фолликул, ты тут же начнешь яичник продуцировать эстрогены, а яичник говорит, у меня нет больше яйцеклеток, у меня их так мало, что я не могу вот на тех предыдущих наших взаимоотношениях выехать. Мне нужно еще больше стимулов. И фолликулостимулирующий гормон начинает вырабатывать все больше и больше вот из своих вот этих импульсов, да. И тут, да, мы видим, что немножко начинает прихрамывать вторая фаза менструального цикла, когда у нас на месте лопнувшего фолликула, да, мы сегодня на этом не останавливались, почему-то я решила, что мы все это знаем, да, как протекает нормальный менструальный цикл, что после кульминации на месте лопнувшего фолликула возникает желтое тело, да, и желтое тело вырабатывает гормон прогестерон, гормон, который отвечает за беременность. В переводе с греческого прогестеро означает гормон, необходимый для беременности. Это самый такой главный гормон беременности. И вот он начинает уменьшаться в буквально цифрах. Это никак не определить по анализам, потому что он очень вариабелен в течение суток. У нас нет возможности его сдать и посмотреть, сказать, вот у тебя уже поздний репродуктивный период, потому что у тебя такой-то прогестерон. Нет, он очень вариабелен. Мы просто по научным исследованиям знаем, что он действительно будет стремиться вниз. И женщина уже даже рискуя где-то, да, на поворотах, порой не предохраняясь, беременеет не так лихо, как это было, например, там еще несколько лет назад. Дальше такой очень характерной чертой, которая удивляет очень многих пациентов, или они списывают это на какие-то свои сугубо бытовые проблемы или события, это укорочение циклов. То есть вместо привычных 28-30 дней, или у кого было там 35, вдруг мы получаем циклы, которые, как бы короткие, да, 24-26 дней. Напомню, что нормальная продолжительность менструального цикла у женщины до 42 лет, да, и от 15 лет, это не меньше 24 от первого дня предыдущей менструации до первого дня следующей менструации, но не больше 38. То есть это может быть нормой, может быть, особенно когда мы говорим больше 35, не всегда нормой, это мы оцениваем, и уже это такие нюансы. В общем, когда мы оказываемся уже, так скажем, репродуктивная система на издыхании, она начинает вырабатывать чуть больше и чуть чаще вот этих самых доминантных фолликулов. Почему это происходит?
Ну, потому что, наверное, не смогу я объяснить это простым обывательским языком. Давайте посмотрим на это так, что как бы система как бы стремится избавиться быстрее, 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 быстрее от своих запасов. Да? Не знаю, нужно это или нет, но почему-то она вот начинает это именно так себя вести. И причем, чем позже, вот чем дальше мы удаляемся от вот этой активной репродуктивной фазы жизни, тем чаще мы наблюдаем ситуацию, что яйцеклетки выпрыгивают, да, вот в этом экстазе, в середине этого даже короткого менструального цикла, все чаще и чаще циклы короче, яйцеклетки выпрыгивают чуть чаще. Иногда это тоже такая характерная особенность позднего репродуктивного периода. Мы наблюдаем, врачи, да, удивляются, женщины почему-то радуются. Вот, сразу два фолликула, да, то есть у женщин в возрасте мы чаще видим, в позднем репродуктивном возрасте, чаще видим двойни. Почему? Потому что вот как, представьте, если визуально, то песочные часы, да, наверное, это визуально представить проще, чем свеча, пламя которой разгорается больше, да, чем меньше она становится. Вот, наверное, это не всеми подмечено, но вот если сравнить ситуацию с работой репродуктивной системы, как она визуально выглядит с песочными часами, это, наверное, будет правильно, хотя в песочных часах скорость всегда одинаковая. Просто кажется, что в конце как будто бы песочек сыплется чуть быстрее, да? И вот примерно так работает репродуктивная система. При этом мы иногда начинаем замечать короткие циклы и более короткие менструации, да, иногда более длительные менструации. А вот кровотечения, которые очень часто вдруг появляются в позднем репродуктивном периоде и которые очень портят качество жизни женщин, в основном через железодефицит, они, как правило, являются следствием не самого старения репродуктивной системы, а имеющихся каких-то заболеваний, либо эндометриоза, либо миомы, либо женщины, которые, например, страдают ожирением. Да? Друзья, мы постепенно доковыляли с вами до периода так называемого менопаузального перехода. Вы помните, я сравнила его с американскими горками. Да? Конечно, это не моя метафора, я ее бессовестно украла как раз-таки на конгрессе в Валенсии, но мне очень понравилась она. Менопаузальный переход – это так называемая стадия -2 по шкале Строук-10. В среднем начинается с 45-47 лет. И как понять, что мы очутились тут? А понять так, что вдруг циклы, которые были очень коротенькими, 24-26 дней, вдруг начали задерживаться. Мы лихорадочно делаем тесты, думаем, не беременность ли у нас. Бежим к врачу, говорим, вот, у меня что-то не то. Описываем ситуацию стрессом, связываем с перелетами. Я всегда задаю пациентам в этот момент один вопрос. Вы раньше летали? Вы раньше стрессовали? Цикл ломался? Нет, ничего не было. Так, может быть, все-таки проблема не в стрессе, да, а в чем-то другом. И здесь отклонения составляют более 7 дней. Вот если на 7 дней не одна задержка, одну задержку мы прощаем всегда. Не ошибается тот, кто не работает, да, мы это прекрасно знаем, репродуктивная система не исключение. Один раз ошибиться она может всегда. Так вот, отклонение более 7 дней, но не больше, так скажем, 50 дней, да, это считается торжественный переход в раннюю фазу менопаузального периода, периода менопаузального перехода. И здесь уже определять ФСГ – дело неблагодарное. Почему? Потому что иногда мы можем увидеть совершенно нормальный ФСГ, иногда мы можем увидеть совершенно высокий ФСГ. Какая нам разница, какой ФСГ в этот период после 45 лет? Поэтому, врачи, экономьте деньги пациентов, пациенты, не тратьте свои деньги, хотя это, конечно, ваше дело и не наше дело, но это абсолютно бесполезно, если мы понимаем, что женщине 45-47 лет, и у нее начались вот такие задержки, вот такой сценарий работы репродуктивной системы, который, да, проявляется частотой менструации, мы понимаем, что она оказалась в этой точке. Поехали дальше. Мы перешагиваем следующую линию. А линия это называется поздняя фаза менопаузального перехода, которая характеризуется тем, что случилась первая задержка длительностью более 60 дней. И здесь, если в научных исследованиях посмотреть, здесь ФСГ всегда больше 25, и здесь могут вот эти длинные циклы чередоваться с коротенькими циклами, теми, которые были присущи женщине в позднем репродуктивном периоде. И здесь очень
существуют такие, ну, совершенно ложные корреляции, которые возникают в головах у наших пациентов. Знаете, что бывает? Вот у меня пациентки приходят и рассказывают: вот вы знаете, я пришла к вам, и после этого у меня выровнялся цикл. Это первое, что я слышу очень часто. Я говорю: при чем тут я? Я тут ни при чем. Это тот сценарий, который мы ожидаем у вас. Это ложные причинно-следственные связи, а еще хуже, когда пациентки начинают лечиться какими-то чудо-буровыми матками, какими-то травами муравами, говорят, или там вубензимами, что еще хуже. Вот я пропила там какую-то пилюлю, какую-то супер траву, да, китайскую, там, неважно, и у меня вдруг яичники начали работать. Вот опять же, как когда-то, там, лет 5-7 назад. Я говорю: слушайте, ну это в вас заложено. Я ничего не пила, и у меня они будут работать точно так же, как у вас. Поэтому давайте не будем строить эти ложные корреляции, да, а смотреть правде в глаза. Это хаотичное, но в то же время ну, такая понятная, упорядоченная, управляемый, осознанный, что ли, прогнозируемый хаос, да. И это не просто, друзья, вот такая вот затухающая линия, да, как агонируют яичники. Извините уж, что говорю так, но я обещала, что это будет страшная глава в нашей встрече. Они вот так вот то много, то мало, то прямо, то они уходят на какой-то непонятный перерыв, совершенно незаслуженный, да, работали бы уж. Ну и, конечно, когда мы оказываемся вот в этом периоде менопаузального перехода, к сожалению, нет ни одного калькулятора, ни одного теста, ни одного ультразвукового или какого-то другого инструментального метода исследования, чтобы предсказать, как долго это еще продлится. А продлится это может от 2 до 5, а иногда даже дольше лет. Для каждого это заложено, опять же, как-то генетически. Иногда можно поинтересоваться у мамы, но мы еще и наполовину бываем папины, да, поэтому, возможно, с отцовской линии что-то унаследовалось, поэтому невозможно составить эту прогностическую модель, да, как долго будет продолжаться вот этот такой вот ожидаемый хаос. И, наконец, мы дошли до финишной прямой, ну, так думает мать природа, до менопаузы, которая представляет из себя последнюю нормальную менструацию в жизни женщины. Но иногда менопаузы отличаются друг от друга. Да? Если мы говорим о менопаузе, которая в основном у 90% женщин произойдет в диапазоне возраста от 45 до 55 лет, то есть большая часть из нас вот к 55 годам уже перейдет на этот новый этап своего существования. И это нормально, как сказала бы Елена Малышева, да, когда менопауза наступает в 45. Это уже считается нормальная менопауза, по крайней мере, для европейцев, да, для такой белой этнической расы. Немножко все иначе, конечно, выглядит у японцев, у азиатов. У них совершенно по-другому протекает период менопаузального перехода. Они гораздо реже страдают приливами. У индусов, например, тоже у них очень ранняя менопауза. У них 46 лет уже в среднем. Вот среди в Индии, например, у индийских женщин, да, вот уже в 46 это средний возраст менопаузы, у европейцев это 51, 52, 50, 51, 52 года. В России не было каких-то эпидемиологических исследований, которые показали, что у нас является средним возрастом менопаузы, но мы в основном ориентируемся на данные международных исследований. Итак, какие бывают менопаузы? Мы считаем нормальной менопаузой, да, еще раз, последняя естественная менструация, которая произошла в возрасте от 45 до 55 лет, и в среднем это 50-52 года, что является отклонением от этой нормальности, и почему это так важно выделить еще две группы женщин, у которых менопауза произойдет в возрасте от 40 до 44 лет. Это будет называться ранняя менопауза. И есть еще абсолютно драматическая история, без преувеличения. Это не просто эпитет, это, правда, очень большая трагедия в жизни молодых девушек, особенно тех, кто, например, не реализовал свою репродуктивную функцию, а очень хотел. Иногда это связано с крушением создания планов на создание семьи, рождение детей. И это катастрофа, и особенно катастрофично, когда мои коллеги-врачи используют какие-то абсолютно обидные эпитеты, говоря о том, что у тебя там все протухло, у тебя там ничего нет, ты уже в менопаузе. Просто между делом это вызывает шок у женщин. Были опросы женщин, которые утратили активность яичников, к сожалению, в возрасте до 40 лет, а это называется преждевременная недостаточность яичников.
В этой точке сходятся женщины, перенесшие гонадотоксичную терапию, выжившие после рака, да, после химии, луча, женщины, которые страдают какими-то генетическими синдромами, аутоиммунными заболеваниями, женщины, которые пережили какие-то хирургические воздействия на яичники, и все они встречаются вот в этой вот одной точке, в очень болевой точке, которая называется преждевременная недостаточность яичников. И консультирование таких пациентов должно быть максимально тактично, потому что это очень серьезная история, да, и не только связанная с деторождением, и даже если у нее 7 по лавкам, ей очень страшно узнать о том, что ее яичники не работают. Я не знаю, почему так случилось, но на самом деле вот этот вот не то чтобы страх, но вот эта боль, да, которая пронзает женщину в этот момент, даже если она уже не заинтересована в репродуктивных каких-то задачах, в их решении, она оправдана. Потому что оказаться без яичников, а точнее без того, что они производят, да, без стероидных гормонов в таком юном возрасте, это правда катастрофа для всего организма. И мы тут же включаем обратный счетчик. И сегодня я научу вас, не паникуем, как этот счетчик подкрутить. Да? И есть еще одно состояние, тоже очень неоднозначное, называется это хирургическая менопауза. Обычно во многих, особенно таких старых исследованиях, хирургической менопаузой называлась ситуация, когда у женщин исчезали менструации, потому что у нее неоткуда было менструировать, у нее не было матки, да? Ее убирали вследствие там каких-то, раньше все наши гинекологические отделения были что, маточно-обрубочными цехами, да? Все женщины, не дожидаясь перитонита, что-то идет не так, жили по принципу нет органа, нет проблем. Убирать матку, ни к чему она тебе, ты уже отражала. Да? И это приводило к хирургической менопаузе. И это на самом деле, если честно, кроме психологического вот этого всего и ненужности часто этих операций, проблема-то небольшая для женщин, например, там 45 лет. Да? Вот правда. С точки зрения того, что будет происходить со всеми остальными органами и системами, потому что очень многие связывают женственность с матками. Женственность связана с яичниками, как минимум, да, то есть наша поддержка нашего вот этого всего, что в нас есть, гормонального, да, это ни в коем случае не матка, а как раз-таки яичники. А есть еще одна история, которая очень часто путается в головах и врачей, и пациентов, это когда под хирургической менопаузой мы понимаем удаление яичников. А вот это вот сегодня является истинной хирургической менопаузой. Человек может быть с маткой, женщина может быть с маткой, да? Но если она оказывается без яичников, вот это катастрофа, да? Вот это проблема, которая действительно требует пристального внимания и решения. Друзья, как диагностировать ту самую менопаузу вот во всех ее проявлениях? Ранее, преждевременная недостаточность яичников, хирургическая. До этого мы в разных возрастных категориях используем разные подходы. Если женщина до 40 лет, то мы обязательно принимаем во внимание нарушение менструального цикла, если это не единоразовое событие. Такая одноразовая акция, которая случилась, проехали, простили, забыли, поняли, пошли дальше менструировать. Нет, если это 1-2 раза, а раньше ничего не было. Тут главное не уйти, знаете, во что, друзья, в две крайности. Первая крайность – это связать все в своих стройных, да, таких вот мыслительных процессах с какими-то внешними факторами. Вот я понервничала, вот там что-то поменялось в жизни, вот какая-то катастрофа, и поэтому у меня один за другим пошли сбои. Вот это потом все выливается в то, что мы не успеваем, например, заморозить яйцеклетки, да, хотя надо было бы, списывая эти первые сбои с тем, что происходит снаружи или внутри, я болела, пила антибиотик, куча разных объяснений слышу от женщин, задавая им тот же вопрос, который я вам уже озвучивала. А раньше с вами такое было, а цикл ломался, не ломался, все, будьте добры, сдайте, пожалуйста, один раз ФСГ, и мы с вами разойдемся. А если он будет хорошим, то есть низким, да, то до 25, то мы с вами встретимся еще разочек, если нарушения вашего цикла будут наблюдаться и далее, и повторно сделаем такое же исследование по прошествии 4-6 недель, а может быть посмотрим еще и эстрогены и антимюллеровый гормон. Это что касается молодых юных девушек до 40 лет. Поехали дальше. Женщины от 40 до 45 лет. Здесь мы всегда говорим, что женщины в этом возрасте с одинаковой долей вероятности может быть и бабушкой, и мамой, и может иметь очень активные яичники, которые уже совсем не работают. И здесь мы любую пациентку с нарушением менструального цикла тоже проверяем на все, да, от дисфункции щитовидной железы там, до беременности. Мы подозреваем, что любая из этих причин, как и у молодой девушки, да, может вызвать нарушение менструального цикла. А вот после 45
Мы понимаем, что эти нарушения менструального цикла, вряд ли связаны с беременностью, вряд ли они связаны с какими-то другими событиями. Конечно, друзья, очень сложно определить менопаузу, если женщина, например, принимает комбинированные оральные контрацептивы, да, или изначально страдала чем-то, что проявлялось нарушением менструального цикла, например, синдром поликистозных яичников или так называемой функциональной гипотермической аменореи. И здесь, конечно, нам нужно будет подумать чуть больше. Эти нюансы вы можете прочитать как раз-таки в моем последнем посту, в моем телеграм-канале, который называется «На светлой стороне гинекологии», если перейдете по QR-коду. Ну и как раз-таки, когда мы говорим о пересечении этой красной линии менопаузы, которая ставит крест на активности яичников, наша с вами, друзья, задача не дать менопаузе поставить крест на активности женщин, на нашей с вами активности. Для этого, наверное, последние 2-3 года были настолько урожайными по тому количеству классных открытий, очень качественных исследований, очень новых, очень живых парадигм, которые поменялись и поменялись очень благоприятно для того, чтобы мы, врачи, могли увереннее себя чувствовать на поприще вот этих вот решения проблем женщин в постменопаузе, да, когда они сталкиваются с такими мучительными симптомами, о которых мы будем говорить. И посмотрите, при этом медикализация менопаузы тоже другая крайность, да, мы не должны всем женщинам, вот у тебя мы пересекли линию, окей, получи рецептик, до свидания. Нет, менопауза – это физиологическое явление, которое переживают все женщины, но восприятие и опыт перехода в менопаузу, как, так скажем, гласит руководство для практикующего врача по управлению менопаузой, будут уникальны для каждой из нас и будут зависеть от того возраста, в который она произошла, от того, была она естественная или рукотворная из-за каких-то серьезных внешних вмешательств, операций, рак, прошлого или настоящего физического и логического здоровья, благополучия, каких-то культурных особенностей. Да, мы знаем, что все меняется, есть разные отношения вообще, в принципе, к женщинам, не говоря уже об их физиологических особенностях. И, конечно, использование гормональной, негормональной терапии будет определяться тяжестью симптомов, ну и взвешиванием рисков и преимуществ для каждой конкретной пациентки, а также ожидаемыми и желаниями для каждой конкретной женщины. Мы не должны ничего навязывать, но я, друзья, вижу своей миссией рассказать вам о возможностях, которые сегодня есть. У меня нет никакого конфликта интересов, у меня есть одно большое желание, чтобы все были здоровы, счастливы, жили долго и, главное, качественно. И рассказать вам о том, да, что есть у нас у врачей для того, чтобы достичь этих результатов. Ну, еще несколько фактов про одни гормоны, одну группу, большую группу гормонов, из которых получаются уже женские. Да? Эстрогены – это тестостерон. Обратите внимание, что яичники – это действительно источники мужских половых гормонов, как мы их раньше называли, сейчас мы их называем андрогены или тестостерон, но еще и надпочечники вносят свой вклад в общий пул тестостерона. Тестостерон – очень важный гормон, помимо того, что из него образуются эстрогены, да, он еще и сам выполняет огромное количество задач, связанных с костной системой, с интеллектом. Кстати, было показано, что у женщин, у которых когнитивные способности прихрамывали, да, или были чуть ниже, имели менее высокий, вернее, имели более низкий уровень тестостерона по сравнению с теми, у кого не было каких-то когнитивных нарушений. Но помните, я вам говорила еще об одной молекула, которая сегодня меня как врача с точки зрения перспектив ее использования без каких-то рисков, да, именно вот соотношение безопасности, эффективность манит, притягивает. Я знаю даже, что некоторые из сегодняшних слушателей, это мои коллеги, уже начали использовать это в своей личной жизни. Это дигидроэпиандростерон. Это та молекула, которая является еще и предшественником тестостерона и эстрадиола. Интересен тот факт, что сама по себе менопауза – это не обрубание мужских половых гормонов или андрогенов. Гормоны, которые мы называли раньше мужские половые гормоны, а именно ДГА и тестостерон, мы теряем на самом деле, начиная с пикового возраста, с 21-22 лет. И где-то к 40 годам уровень этих мужских половых гормонов или андрогенов достигает половины от того, что было на пике. То есть, представляете, половина биологических эффектов тестостерона вдруг
исчезает. Конечно, мы это ощущаем в 40 лет. И, конечно, это никак не компенсируется. Почему-то не дают нам ни гайдлайны, ни рекомендации, возможности эту еще одну несправедливость исправить, например, тем, что используются андрогены, потому что наука, чуть-чуть медленно, так инерционно и не может поспеть за нашими, так скажем, потребностями. Та самая молекула, которая меня интересует сегодня как-то слишком, да, по сравнению, потому что это новое, что у нас появилось в нашем арсенале инструментов для того, чтобы помочь женщине жить качественно, это молекула ДГА. И меня на самом деле вдохновил обратить внимание на эту молекулу известнейший, вообще легендарный персонаж, это профессор из Италии Дженазани, да, Андреа Дженазани, который с такой любовью рассказывал ДГА, что заразил меня, я сейчас заражаю врачей и, наверное, всех моих пациентов, потому что начиная с декабря, как только корабль из Канады с ДГА к нам прибыл, у меня очень много пациентов используют именно эту формулу, эту молекулу. Что это за ДГА такой? Друзья, это полностью то, что рассказал Дженазани. Он рассказал, что дегидроэпиандростерон из яичников и надпочечников начинает вырабатываться примерно в том возрасте, когда у девочки начинается пубертат, и в этот момент у девочки происходит следующее. У нее укрепляются кости, иммунная система, у нее зарождается либидо, у нее появляется андронархия, то есть рост волос в таких типичных для девочки местах, и наблюдается скачок роста, да, то есть все это мышечная масса, все это очень синхронизировано с тем, как ДГА растет. В 22 года это все достигает пика, и по мере снижения концентрации ДГА точно так же девочка и женщина уже, да, теряет все эти очень важные для существования опции, функции, да, вот той же плюс-минус последовательности, как и происходило их становление. И вот график, очень обидный график, который говорит о том, что в 40 лет мы уже недополучаем половину тех пиковых значений этого прегормона, этого андрогена, который вырабатывается в надпочечниках и в яичниках. Но знаете, что обидно еще? Надпочечники вообще это очень важный для нас орган, особенно его функция, связанная с выживанием в условиях стресса, как она реализуется через синтез кортизола. Кортизол настолько важен, да, что бояться кортизола – это вообще не жить. Да, без кортизола люди, правда, не живут, потому что они не могут поддерживать ничего в своем организме. Кортизол помогает нам выжить по принципу «бей и беги» вместе с адреналином. Да. Все бы замечательно, если бы этот кортизол, постепенно с возрастом почему-то не увеличивался в нашем женском организме. Кортизол, даже вне зависимости от наличия или отсутствия стресса, он сам по себе почему-то парадоксально растет. Хотя орган, который вырабатывает кортизол и ДГА, это один – надпочечники. И если ДГА падает, такой классный такой у нас защитник, то кортизол, наоборот, растет. И почему это так важно? Потому что кортизол – это то, что просто бесщадно убивает важнейшую структуру головного мозга, о которой мы сегодня еще не говорили, это гиппокамп. Это две такие извилинки, две такие загибулинки, если позволите, в правом и левом полушарии, которые ответственны за три важнейших функции. Это формирование эмоций, это консолидация краткосрочной памяти в долгосрочную, да, мы можем запоминать, усваивать материал, потом его воспроизводить, и это ориентировка в пространстве. Когда мы теряем эти три функции в самом ярком выражении, вы представляете, да, о какой болезни идет речь, это болезнь Альцгеймера, это деменция, это нейродегенеративное заболевание, когда гиппокамп уже не функционирует. Так вот, оказалось, что кортизол, этот негодяй, с одной стороны, такой амбивалентный, да, такой многоликий, хороший, плохой, он приводит к тому, вот эта его большая концентрация, что он влияет на выработку одного очень важнейшего фактора, нейротрофического фактора мозга, который защищает гиппокамп. Кстати, я не сказала еще одну очень важную вещь. ДГА, который помимо того, что вырабатывается в яичниках и надпочечниках, вырабатывается еще и в головном мозге, независимо от этих двух локаций, и является нейростероидом. И было показано, правда, уж извиняйте, на крысках, не на людях, что когда мы, например, пытаемся воздействовать на кортизол, да, и
восстановить образование нейронов в гиппокампе для того, чтобы ориентироваться в пространстве, да, вот этот кретинизм не испытывать. Мне, правда, кажется, что у меня с детства гиппокамп какой-то кривой, потому что топографический кретинизм прям вот, видимо, может быть, какая-то, не знаю, поломка изначально была в этом гиппокампе. Вот, но если серьезно, то вот этот самый гиппокамп, который под воздействием кортизола испытывает, ну, совсем не свои лучшие дни, восстанавливался, как показали исследования на крысках, исключительно не под влиянием других метаболитов андрогенов, а под влиянием гидроэпиандростерона. А в менопаузе мы оказываемся с тем, что да, в головном мозге ДГА кое-как синтезируется, в яичниках уже никак, остаются только надпочечники. И это, по сути, является единственным источником андрогенов и эстрогенов, тот самый надпочечниковый ДГА. Я теперь, наверное, донесла до каждого слушателя, почему мне эта молекула кажется такой перспективной. Я потом еще приведу некоторые моменты, которые докажут безопасность использования ДГА для решения каких-то конкретных задач. Итак, коллеги, друзья, слушатели, женщины, с чем мы сталкиваемся, переходя в этот новый этап нашего земного существования, с тем, что у нас падают эстрогены, у нас снижается тестостерон, у нас снижается ДГА, у нас повышается кортизол. У нас, кстати, об этом мы не говорили и не скажем, снижается гормон роста, это так называемая соматопауза. А еще у нас снижается аллопрегнолон, это тоже важнейший нейростероид, который ответственен за наше спокойствие, такое состояние нирваны, да, и все это в совокупности по разным фронтам, потому что все это имеет огромное биологическое влияние на все органы и ткани, приводит, ну, как иногда мне кажется, к какому-то буквально режиму самоуничтожения нашей системы. Как мы можем отсрочить время менопаузы? И можем ли мы вообще на это повлиять? Давайте обсудим в этой же части нашей встречи. Друзья, если честно, ну, наверное, вы догадываетесь, что увеличить наш короткий бабий век мы не можем ни одной пилюлей, ни одним лекарством, да, ни одним заговором там, или чем-то еще, подорожником. Мы можем, ну, так скажем, немножко сохранить то, что нам дано природой, да, попытаться, по крайней мере, это сделать, потому что факторы риска ранней менопаузы, они, в принципе, представлены все на слайде. Мы не можем повлиять на генетику, да, мы не выбираем, от кого мы рождаемся. А если в семье у кого-то, кстати, вот вы можете спросить анамнез своей семьи, да, это позволит вам принять решение, какое-то решение, например, о банкинге ацетов чуть раньше. Если у кого-то из членов семьи была ранняя менопауза и преждевременная недостаточность яичников, то есть до 44 лет система перестала работать, и это случилось идиопатически, то есть вне зависимости от того, что, например, мама или бабушка перенесли какую-то хирургическую операцию, то, скорее всего, вероятность того, что вы можете попасть в эту же самую историю в 6 раз выше по сравнению с теми вашими подружками, у которых в семье не было таких членов семьи. Ребенок из многоплодной беременности. Да, многоплодная беременность, о ней не нужно мечтать, это только один из аспектов, почему нельзя мечтать о многоплодной беременности, как бы романтично это ни выглядело в глазах каждой девочки, желающей стать матерью. Ранняя менархия. Раньше начал, раньше вышел, да, раньше закончил, что называется. Это тоже сопряжено с тем, что просто больше потеряется и быстрее потеряется. А вот управляемые, доказанные факторы риска ранней менопаузы – это отсутствие родов или вообще малое количество родов. Да? Один ребенок или женщина, если не рожала. Это вообще отсутствие беременности, не только родов, но и беременности. Это курение. Причем неважно, что вы курите, да, это все имеет такой провоспалительный эффект на организм, там, айкос, вейпы и так далее. Все это так или иначе сказывается на вариальном резерве. И дефицит массы тела – это тоже, как ни странно, доказанный фактор ранней менопаузы. Друзья, сейчас будет шок-контент, да? Почему? Потому что мы, гинекологи, доказательные гинекологи, тельняшку на себя рвали, говорили, что это маркетинг, это ничего больше, что комбинированные оральные контрацептивы способны как-то увеличить время работы репродуктивной системы. А нет. Признаемся, были неправы, переобуваемся в прыжке. И 2 метаанализа, больших метаанализа, свежайших, которые говорят о том, что действительно те женщины, которые использовали коки на протяжении всей жизни, действительно чуть позже уходили на новый этап своей жизни. Ну вот как теперь с этим жить, я не знаю. Были неправы. Какие еще факторы ранней менопаузы? Вообще очень много исследований. Я всегда думала, что с ранней менопаузой и с преждевременной недостаточностью яичника сталкиваются женщины, которые очень заняты каким-то высокоинтеллектуальным трудом, с таким очень
глубоким внутренним миром, которым вообще не до размножения, да, и вот они, которые живут в каких-то слишком там, хороших социально-экономических условиях и не стремятся там, да, наплодить себе подобных. А сельские женщины, которые, как мне всегда казалось, они более такие, кровь с молоком, 7 по лавкам, и все у них хорошо, оказывается, нет, друзья, все не так. Оказывается, что тяжелый физический труд, сельские женщины, низкий уровень образования ассоциируются, напротив, с ранним возрастом менопаузы. А наша вот эта иллюзия складывается, я потом анализирую, почему я так и думала, потому что там рожать начинают уже только, можно, да, как только становится можно, это там по закону, так скажем, а в некоторых ситуациях, и даже когда и по закону не можно рожать, уже рожают, да, дети. Вот. И, конечно, когда начинают рожать 18, проживая в тяжелейших физических условиях, они создают впечатление того, что они очень плодовиты. Нет, у них также случится ранняя менопауза, но репродуктивная система, ее работа – это не только про размножение. Это еще про много-много функций, о которых мы будем говорить. Преждевременные роды, курение матери во время беременности плохо влияет на то, как будет в будущем, да, дочка себя чувствовать. Ну и более высокие когнитивные способности в раннем детстве, как ни странно, наоборот, удлиняют работу репродуктивной системы. Еще один такой очень спорный и непонятный обзор, точнее, да, такое популяционное исследование тайваньское, где включили 1 миллион женщин, показало, что синдром поликистозных яичников, который всегда у нас ассоциировался с тем, что много порохов в пороховницах, яичники мультифолликулярные, там просто нафаршированы этими яйцеклетками, но оказалось, что нет, оказывается, эти женщины тоже претенденты на раннее угасание функций яичников. Я никогда, кстати, не встречалась с тем, чтобы женщины с синдромом поликистозных яичников прям, не знаю, до 65 лет работали, да, как женщины беременные или рожали. Нет. На самом деле там, скорее всего, такая история, что до какого-то возраста, да, им точно никто не дышит в спину, там, рожай быстрее, 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 а то не успеешь, там, до 35, до 38, 40 лет, а потом этих фолликулов хоть и много, но они такие холостые, что ли, да, то есть там качество все равно уже начинает страдать, и уйти в раннюю менопаузу, скорее всего, заставляет этот женский организм, который изначально был наделен большим количеством фолликулов, АМГ там зашкаливает, да, вот этот вот провоспалительный процесс в организме, да, потому что есть инсулинорезистентный, есть провоспаление. Метформин, кстати, для таких женщин, как показало исследование, немножко удлинял время работы репродуктивной системы. Поехали дальше. Ожирение, как ни странно, да, наоборот, консервировало яйцеклетки и было связано с более длительной работой репродуктивной системы. И хорошая новость, друзья, потребление алкоголя, по-видимому, обратно связано с возрастом наступления естественной менопаузы. Что это значит? Что употребление алкоголя умеренное 2-3 раза в месяц обратно связано с возрастом наступления менопаузы. Те, кто употреблял, по сравнению с теми, кто не употреблял, действительно перешагивал эту черту раньше. Вот я так из личного архива демонстрирую вам, как я пытаюсь сохранить свой авариальный резерв, ничего личного и ни в коем случае не пропагандирую алкоголизм среди уважаемых слушателей. А теперь пара мифов. Вакцинация от ВПЧ. То, что должно спасти человечество от управляемого рака, тем, чем не должны болеть женщины в 21 веке, из-за того, что, не знаю, у государства нет денег на массовую вакцинацию населения, включение вакцины в национальный календарь, здесь мы должны спасать самих себя, спасать своих близких, да, это никак не связано с ранней менопаузой, потому что были такие истории, что пытались дискредитировать вакцинацию от вируса папилломы человека, от рака шейки матки. Именно такими исходами сейчас все отвалится, все прекратит свое существование. Ковид. Лонг-ковид, вот этот постковидный синдром. Очень многие женщины, которые пришли ко мне после ковида, естественно, начали искать причинно-следственные связи с тем, что они перенесли ковид, и сейчас у них ранняя менопауза. Друзья, на это что тоже были исследования, по крайней мере, пока таких данных нет, что вот прям точно ковид захватывал, влиял на состояние женских гонад. Что касается мужскими, там, конечно, по-моему, были какие-то такие тревожные звоночки, вроде как спермограммы, что-то у мужчин там действительно подпарчивались, подпортились. Вот, насчет женщин 3 было таких эпизода, описаны эти все кейсы в литературе, но нигде не смогли точно установить, что да, это вот массовые явления. Ну и что касается способов продлить. Друзья, здесь я хотела бы обратить ваше внимание на вот эту вот,
нечестную абсолютно историю, когда мы играем в больничку с людьми, с женщинами, да, которые, ну, столкнулись, правда, с серьезным испытанием, особенно когда речь идет о преждевременной достаточности яичников. Или просто в силу глупости, или в силу, не знаю, каких-то коммерческих своих алчных целей, да, извините уж, конечно, это, может быть, не очень этично звучит, но использование тех способов, которые, ну, выглядят очень разумным для кого-то, для пациентов, это абсолютный обман, это махинация. Меня очень триггерит эта история, когда женщинам обещают, что они будут использовать какие-то там пептиды для того, чтобы их яичники работали дольше, наживаясь на них, они тратят состояние. Давайте пройдемся по буквально 2 препаратам. Посмотрите, есть такая молекула, да, которая состоит из полипептидов и нуклеиновых кислот. Получен он из бедных коровок. Это комплекс белков, обладающих избирательным действием на яичники женщины, что способствует их гормонопродуцирующей и гаметопродуцирующей функции, значит, они выпускают яйцеклетки. То есть мы, извините за мой французский, жрем какие-то пептиды, белки коровы, и эти белки коровы каким-то чудесным образом в кишечнике, не превратясь в маленькие аминокислоты, хотя это вообще не исключено, да, белки не проникают через слизистую кишечника в неизменном виде, и пептиды точно так же. Они вдруг, когда мы съели там яичники коров, эти яичники, вернее, коровьи яичники, почему-то знают дорожку к нашим яичникам, они там находят пристанище, и наши яичники получают, вуаля, вторую жизнь, второе дыхание. Посмотрите, как ужасно, как абсолютно с неуважением, на мой взгляд, просто к человеку, да, к интеллекту, к человеку, как Homo sapiens описано то, что делают пептиды с яичниками женщины. Хочется сказать, вы что, извините за мой французский, дураки, что ли, совсем, да? Многие заболевания возникают в результате сбоя в передаче информации от клетки к клетке, от органа к органу. Это с сайта этого препарата. За информационные услуги отвечают регуляторные пептиды, вещества белковой природы, которые несут своеобразные инструкции клеточкам, как им правильно работать. Но все гормоны, все это пептиды, либо это белки, да, это понятно. Вот такая вот околонаучная бредятина подводит к тому, что ученым удалось выяснить, что регуляторные пептиды, выделенные из ткани животного, воспринимаются клетками человеческого организма как собственные, и они имеют свою специализацию. Оказывается, когда я съела куриную ножку, да, у меня может вырасти еще одна нога, причем, возможно, даже куриная, да, это объясняет все, да, все стало понятно. И посмотрите, этот препарат, я не знаю, жалко, что нельзя использовать ненормативную лексику, у меня не хватает приличных слов. Какое неуважение к врачам, да, описывать вот так инструкцию к препаратам. Это природный биорегулятор какого-то класса, который настраивает организм женщины на зачатие. Что это за настройка такая? Как можно настроить организм женщины на зачатие? Специально из инструкции, где не описана ни фармакокинетика, ни фармакодинамика, никаких исследований, но пишут о том, что в 58% случаев, из каких случаев это вызывало нормализацию менструального цикла. И вот женщина, ко мне пришла пациентка в прошлое воскресенье с рассказом о том, что я почитала столько хороших отзывов в интернете на вот эти пептиды, которые под коммерческим названием авариамин продаются, потому что пишут, что цикл-то восстанавливается. Я говорю, вы знаете, у вас она как раз находится в периоде менопаузального перехода, вот на этих американских горках, да. Я говорю, вы знаете, у вас цикл восстановится. Скорее всего, там через месяц у вас будет череда хороших циклов. Вы можете не упаковывать это восстановление в столь дорогостоящую и небезопасную, вообще непонятную оболочку в виде авариамина. Да? Конечно, нет никакой доказательной базы. Ни в одном исследовании, ни одного РКИ, ни одних рекомендациях, ни в UpToDate, ни FDA, ни EFSA, никто вообще слыхом не слыхивал, что это за волшебные такие пептиды, которые заставляют нас думать, что они могут восстановить активность яичников, ну и в конце концов, может быть, и Земля плоская тогда, друзья. Поехали к следующей нашей части. Это американские горки менопаузального периода. Это то, что здорово выбит часть женщин, ну, по крайней мере, процентов, наверное, 40-50 из своей привычной колеи. И не просто потому, что менструации станут нерегулярными, а потому что возникнет вот этот феномен, это тоже, как вы понимаете, не мой слайд, да, это президент немецкого общества по менопаузе, ее слайд, это флюктуация гормонов, это вариабельность. Так, завтра эдак, да, и то, что мы с вами уже обсуждали, и вся вот эта вот история с подъемами и спадами приводит к тому, что мы чувствуем себя отвратительно. Ну, иногда
иногда прекрасно, иногда как-то смешано, потому что то мы получаем эпизоды очень большой эстрогенной насыщенности, да, на уровне яичников, это может быть функциональная киста, пошел на взлет, американская горка, устремилась ввысь, да, и повысилась либидо, болят молочные железы, тут что-то подкровило, или даже началось кровотечение, началась мигрень вдруг, потом особенно на спаде, да, когда эстрогены пошли вниз, потому что мигрень в этот период тоже начинает чувствовать себя прекрасно, особенно гормонально зависимая мигрень, потому что именно спады эстрогенов, отмена эстрогена, да, это основа гормонально зависимой мигрени. Тут мы становимся отечными такими всеми, вот не такими, какими были. И, кстати, бонусом иногда бывает повышение либидо, потому что эстрогенов тьма. Это когда мы идем на взлет. А тут начинается спуск. И мы плавно переходим в демоверсию менопаузы, да, потому что здесь мы получаем период, когда эстрогены вдруг исчезают. А это длится недолго, да, вот как мы с вами договорились, это все происходит, такое смена кулис, чередование. Где-то 20% женщин пройдут этот непростой период американской горки, не заметьте, такая американская горка какая-то не настоящая будет, да, когда тюк и тюк, и ничего не заметила, отделалась, так скажем, просто неровным циклом, да. А 80% ощутят, еще как ощутят, да. И вот это в первую очередь скажется именно на когнитивной, психоэмоциональной, неврологической сфере. Это очень обидно, да, потому что нам же нужно коммуницировать. К этому возрасту женщина достигает уже каких-то, ну, таких вот, такого периода, когда для кого-то это вершина карьеры, для кого-то это отправленные куда-то дети, для кого-то это познанный какой-то дзен, да, и как раз ты только начинаешь жить, ты взрослеешь, становишься осознанным, и тут бабах тебе, мать природа, мать ваша, да, дарует нам новые испытания. И 80% нас так или иначе будут сталкиваться, 30% из этих 80% только с приливами, не знаю, завидовать им или нет, а 70% с разными вариациями. Выбирайте, друзья, как в ресторане. Кому когнитивную дисфункцию, когда тут помню, тут не помню, ключи в холодильнике, телефон в мусорном ведре, тут бессонница, тут депрессия и даже суицидальные мысли. И, конечно же, вот эта лобильность настроения. Вообще, про когнитивную сферу, наверное, мне, как человек, который очень много занимался наукой и занимается, да, до сих пор, самая такая болезненная история – это как бы не сойти с дистанции когнитивной, да, где нужно приложение серого вещества. И для таких ситуаций, для женщины, которая оказывается в периоде менопаузального перехода, ученые даже придумали отдельный термин, называется это мозговой туман. Мозговой туман – это то, что происходит в период, начинается происходить в период менопаузального перехода, когда циклы становятся нерегулярными. В чем это проявляется? Возможно, кто-то из вас найдет у себя пару симптомов. Это трудности с запоминанием слов и цифр, это нарушения в повседневной жизни, это потеря предметов, это забыли, вышли в комнату, зачем-то пришли, забыли, зачем пришли. Это очень серьезное обострение СДВГ или вообще появление СДВГ. Это забывание встреч, событий, это очень легкая отвлекаемость. И причем тяжесть симптомов, как правило, у большинства не нарушает, ну, как бы в целом нормального течения жизни, да, но, конечно, это гораздо хуже, чем было, ну, немножко раньше. Часть женщин страдает очень серьезно. И, конечно, вопрос, как нам, акушерам-гинекологам, вернее, вам, женщинам, с помощью акушеров-гинекологов попытаться вот эту флюктуацию, вот эту вариабельность гормонов, эти взлеты и падения выровнять хотя бы до того, как система успокоится. Друзья, не терпите, пожалуйста. Да, вам сейчас кому-то покажется это странным такое решение, потому что я представляю, что творится в умах наших женщин, которым предлагают злые врачи, представители заговора, бигфармы, какие-то гормоны, да, но, к сожалению, по-другому будет сложнее. Да? Можно когнитивная психотерапия, можно гипноз, да, можно какие-то очень серьезные тренинги, медитации и прочее, это может все взять под контроль, но это настолько трудозатратно. И, может быть, у кого есть время и возможности пойти таким путем. Да? Психотерапия, поведенческая терапия, это может взять под контроль, хотя, конечно, это будет непросто. Мы, гинекологи, я представляю гинекологическую часть нашего населения, предлагаем решить это проще. Это, если метафорически перенестись на управление автомобилем, это как одновременно нажать на газ и тормоз.
Когда мы нажимаем на тормоз, что такое нажать на тормоз, да, в этом представлении? Это попытаться выключить мозг, да, который бесконечно чего-то нам генерит в хаотическом порядке. Как мы можем это выключить? Назначив аналоги прогестерона по механизму отрицательной обратной связи, с которой мы начали. А мозг тут же получит сигнал. Эй, мозг, скажет прогестерон, да, у меня все окей, яичники работают. Он создаст иллюзию обмана, что яичникам не нужно больше напрягаться, и ты перестань мне вот это свое безобразие вырабатывать. То ФСГ много, то мало, то вообще останавливаться, то там не пойми, что, в общем, какой, да, сценарий генерить. А газ – это ситуация, когда мы даем прогестины, аналоги гормона прогестерона, гормона желтого тела, а мы тут же попадаем в ситуацию, что у женщины действительно система останавливается, и останавливается она с тем, что да, ее больше не колбасит туда-сюда, но у нее возникает очень часто дефицит эстрогенов, очень часто, потому что без эстрогенов становится грустно, и здесь мы можем добавить эстрогены. То есть вот с помощью прогестинов и эстрогенов мы вот эти 2-5 лет, до 50 лет точно, легко можем дожить. И не то, что дожить, а жить качественно. Это тоже слайды президента Международного общества, президента немецкого общества по менопаузе, женщина такая, профессор из Гамбурга, замечательная, очень-очень-очень классное национальное было выступление с большим количеством тоже мемасиков, что радует. Вот, что неожиданно для немецкого представителя, да. Что можно использовать для подавления из практических таких инструментов? Это комбинированные оральные контрацептивы. Друзья, конечно, мы сегодня имеем возможность использовать комбинированные гормональные контрацептивы совершенно новой генерации. Не бойтесь, пожалуйста, этого страшного, как заклятие слова. Сегодня формулы дошли до того, что ученые разработали такие аналоги КОК, которые содержат в себе эстетрол, этинилэстрадиол, эстрадиоловалерат. Вот это то, что плавает в нас, естественно. Это натуральные, очень похожие на наши собственные эстрогены. У нас есть 3 препарата, которые мы используем для этих целей. Если, например, противопоказаны, да, могут быть такие ситуации, женщина курит, например, что делать, да? Тогда мы будем использовать для нажатия на тормоз чисто прогестиновые оральные контрацептивы, типа дезогестрел у нас тоже есть. У нас нет, в Европе есть дросперинон, тоже прикольная молекула, 4 миллиграмма недавно выпустили. Вот, они тоже притормозят ось, и будет полегче, не будет этих взлетов и падений, будет ровная история. Вот, а для женщин, для которых взлеты и падения, и вот эта вот вариабельность гормонов проявлялась аномальными маточными кровотечениями, выходом будет введение гормональной спирали, да, которая возьмет под контроль один симптом, она не затормозит, она не будет тормозом, да, который исправит настроение и прочее. И здесь мы можем как раз-таки таким женщинам добавить трансдермальные гормоны в виде спреев, в виде гелей, в виде пластырей, у кого какие в стране есть. А вот что точно не следует делать, друзья, это очень странная рекомендация, она есть в наших клинреках. Не то, что не следует делать, я не вижу в этом смысла, и в этом не видит смысла, пожалуй, ни один гайдлайн, который мне удалось прочитать, и ни одно исследование, кроме, по-моему, это польское исследование, в котором было, или чешское, не помню, в котором было показано, что эпизодический прием просто вот взяли и начали по 14-12 дней пить какие-то гистогены типа утрежестана или дюфастона, и вдруг это считается лечением этого периода. Вообще это ни разу не лечение. То есть мы ничего не затормозим, мы еще внесем какую-то смуту, добавим вот в этот период зачем-то на без того неспокойный вот этот фон, да, еще какой-то гормон, который просто будет как-то вписываться, вплетаться вот в эту вот историю. Друзья, а вообще, когда мы назначаем контрацептивы женщинам в период менопаузального перехода и в поздний репродуктивный период, это очень сложная задача. Потому что у нас огромное количество не навреди выступает, да, и огромное количество задач, которые нужно закрыть. Нам важно, чтобы женщина не забеременела. Беременности бывают редко, но, как правило, сопряжены с какими-то более серьезными исходами. Да? Конечно, есть истории, счастливые истории, это история из серии кейс-репорт, мы про них рассказываем, хвастаемся, кто в 45 лет забеременел сам, родил здорового ребенка, но это прям единицы, да, достойные действительно руки, если не поэта, писателя, то художника как минимум. А в остальной популяции действительно, если беременность случается, они заканчиваются очень часто выкидышами, 80%, да, после 45. И, конечно, не хочется женщину вот в эту вот историю погружать, и контрацепция тут будет выходом для тех, кто
хочет убить двух зайцев, взять под контроль вот это все, флуктуацию, да, мы можем взять под контроль обильность менструальных кровотечений, контрацепция, мы можем устранить симптомы эстрогенодефицита натуральными гормонами. Мы должны учитывать, что коки, особенно курящим женщинам, могут повысить риски тромбозов. И это тоже важно, да, потому что коки все несут в себе эти риски, причем не только венозных, но и артериальных, то есть инсультов и инфарктов. Это тоже нужно все проанализировать с врачом. Ну и, конечно, мы должны думать о костях, как ни странно. То, о чем не думают ни гинекологи, ни женщины, вообще никто, потом ломают кости и сокращают себе жизнь круто, намного. Друзья, заботьтесь о костях своих, пожалуйста, с молоду, да, потому что бескостная система с помощью занятий, с помощью всех этих силовых нагрузок, да, с помощью ходьбы, потому что кальция, витамина D, об этом я тоже скажу, потому что это очень важная составляющая здоровья в будущем, да, через потерю мышечной ткани, через потерю костной ткани, а мы, конечно, медленно ползем в умиральную яму, а нам там очутиться не хочется, до 100 лет как минимум. А если уж очутиться, то здоровыми, бодрыми, с хорошими костями, с хорошими мышцами. Если говорить о новейших критериях Соединенных Штатов Америки, которые вышли, да, для женщин в позднем репродуктивном периоде. Посмотрите, как они трактуют всю историю с фертильностью в 41 год. И это возраст утраты естественной фертильности у большинства женщин. Иногда, конечно, это варьирует до 51 года, но и рекомендуется использовать до 50 лет контрацепцию, да, кому-то до 55. Но вот комбинированные гормональные контрацептивы мы ограничиваем возрастом 50-51 года. Дальше стараемся не идти. Что касается рисков, которые я лично всего, рефлексии, которые я чаще всего испытываю, это как бы не случилось тромбоза, да, я там, не знаю, чего боятся. Женщины боятся веса. Веса вообще не нужно бояться. Современные коки – это вообще не про вес, да, это для людей, которые скомпрометированы изначально, например, по нарушенному углеводному, жировому обмену. Да, коки могут подтолкнуть в пропасть. Для здоровых людей там есть изменения небольшие, но они клинически не знают. И очень здорово корректируется там образом жизни, модификацией питания и немножко там временем, да, через 3 месяца, как правило, эта отечность, которая сначала возникает, она исчезает. У нас есть золотой стандарт тромбозности, если можно так выразиться. Есть одна комбинация, которая считается вот все, что ниже, это хуже, лучше, все, что выше, это хуже. Вот, или, по крайней мере, небезопаснее. Да? Есть такой препарат, содержит левоноргестрел вместе с этинилэстрадиолом. У нас он называется микрогенон, не знаю, как называется во всем мире. Наверное, также когда-то был Байером произведен, по-моему, сейчас уже нет. Не знаю, могу ошибаться. Вот эта комбинация – это золотой стандарт самых низких рисков тромбозов. Но современные контрацептивы, если вы посмотрите, вот эта красненькая точечка на графике, это то, что единичка, да, это как бы 0 рисков. А посмотрите, если мы смещаемся влево на графике, вы видите 3 комбинации, это вот 3 черненькие точечки, которые как раз-таки представляют из себя новые формулы контрацепции, которые еще с меньшей долей вероятностью ассоциируются с рисками тромбозов. Это как раз-таки, да, та же самая Клайра, Зоэли и Эстерета, о которых сегодня говорят как препаратах выбора для женщин в позднем репродуктивном периоде. Эстетрол – это то, что очень перспективная молекула, это 4-й метаболит эстрогенов, который сегодня лег в основу вот этой комбинации под названием у нас в России Эстерета это называется. Друзья, ну и какой слайд меня поразил на конгрессе, да, это то, что я раньше считала таким белым и пушистым, точнее хотела считать белым пушистым. Это те самые прогестины, да, которые всегда казались, ну, что там, господи, там, тиразета, да, дезогестрел, назначаем кормящим мамам, назначаем женщинам после 40 лет. Что там это Мирена, да, она же такая прям вот только в матке и никуда не выходит. Друзья, оказалось, все не так. Нет, ну как бы я знала, честно, что все не так, но это были какие-то отдельные исследования, например, там, давным-давно первое, что я увидела еще в 2020 году, финское исследование, показало, что немножко на Мирене возрастал риск рака молочной железы. Потом показалось, что мы всегда знаем, что и на коках возрастает риск рака молочной железы, да, чтобы вы не думали, что Мирена прям такое зло. Нет, все относительно. На всех препаратах, на всех комбинациях риск рака молочной железы чуть-чуть увеличивается. И причем этот риск определяется не эстрогенным компонентом, а как раз-таки этим белым пушистиком,
этим зайчиком, который представлял из себя аналог прогестерона. И вот Мирена, включающая в свою вот эту цистерну, да, левоноргестрел, это как раз-таки то, что, как выяснили ученые, немножко повышает риски рака молочной железы. Возможно, каолина не обладает такими рисками. И вот по цифрам, если говорить, это так называемая формула доказательной медицины, number need to treatment называется, это то количество женщин, с которыми произойдет неблагоприятное, то количество женщин, которые будут подвергаться какому-то вмешательству, вследствие чего у одной женщины произойдет неблагоприятные события. Вот посмотрите, если женщина 3 Мирены потеряла по датскому регистру, 73 женщины, ничего с ними не произойдет, у одной женщины возникнет рак молочной железы. То есть, ну, вот так вот, да. Окей, значит, как оседлать эту строптивую? Будем считать, что мы это сделали, да? Я имею в виду строптивую репродуктивную систему в период менопаузального перехода, и мы движемся к менопаузе. Красная линия пересекли, и вроде как штиль, спокойствие. И сейчас нам нужно определиться, так ли этот штиль хорош, да, и действительно ли всем можно спокойно выдохнуть и дальше весело шагать по жизни, не обращая внимания на жизнь без половых гормонов. Друзья, есть определенные проявления эстрогенодефицита, которые частично вы можете узревать уже даже около 30 лет. Сегодня вот с Гудиновой как раз обсуждали, она выслала одно исследование, где показано, что мы эти симптомы ощущаем гораздо раньше. Просто у нас нет показаний, чтобы назначать гормоны. Я согласна, в 20 лет мы даже жизнь воспринимаем, да, по-другому. В 30 это, безусловно, опыт. Но где-то здесь закралась и эта эндокринная составляющая, потому что мы все равно базово теряем эти гормоны, начиная с вот этого вот пика, да, 20-летнего. Просто в менопаузе это происходит достаточно резко, или вот. Итак, как проявляется дефицит эстрогенов? Конечно, это легендарные приливы, это ночная потливость, из-за которой женщина просыпается, выжимает ночнушку, пижаму, постельное белье. Это урогенитальные симптомы, которые приводят к существенному нарушению качества жизни, сексуальной прежде всего. Это болезненный секс, это частое мочеиспускание. Чуть, так скажем, не прямая связь, но тем не менее связь есть с эстрогенодефицитом. Это подавленное настроение, тревожность, раздражительность, фрагментация сна, когда рано просыпаются, не могут заснуть, снижение либидо, усталость, головные боли, нарушение памяти и концентрации. Это такая, очень опосредованная связь, которая обусловлена тем, что, да, рецепторы к эстрогенам есть и в головном мозге, и все, что касается восприятия мира, да, тоже меняется. Итак, начнем с самого частого симптома, который, наверное, не обойдет стороной подавляющее большинство женщин в той или иной степени. 80% женщин с симптомами с этими сталкиваются. Приливы. Причем здесь вот эта вот формула «раньше начал, раньше закончил» не работает. Здесь чем раньше начались приливы, тем позже они закончатся. Вообще, где справедливость? Чем позже они начались, тем быстрее они закончатся. Причем было показано, что к приливам тоже есть генетическая предрасположенность. Это не то, что вы что-то делаете неправильно, это просто такая генетика, да, что называется, очень широкая. Вот. И у женщин с тяжелыми вазомоторными симптомами депрессия и тяжелая депрессия действительно наблюдается чуть чаще, не чуть, а в 3 раза чаще, потому что невозможно же так жить. Представьте себе, вы на каком-то совещании, да, где нужно свершить судьбу, а тут вы там краснеете, бледнеете, трясетесь и потеете. Такое себе. Или ночь не спали, да, всю ночь потели. Вообще интересно, что приливы – это не просто вот то, что я описала, да, вот немножко, может быть, пренебрежительно, но вы не поверите, насколько я с болью вижу женщин, которые игнорируют эту часть своей жизни, как будто бы, ничего, там, в душ схожу, в холодный. Веер есть, в конце концов. Нет, веер не поможет. Вазомоторные симптомы, это, то есть приливы, это не только сами по себе приливы, это еще и четкая связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все, что вот это колбасит, да, в этот момент систему. Как оказалось, что это тоже ассоциируется с тем, что стенка сосуда тоже начинает себя чувствовать не ахти, да, и из-за этого в будущем у женщины есть больше шансов столкнуться с инфарктом миокарда, с инсультом. И, конечно, это, друзья, чтобы это не выглядело так, что
приливы, связанные с высокими рисками сердечно-сосудистых заболеваний, причем фатальных, да, как инфаркты, инсульты, и что давайте лечить приливы, и тем самым мы будем лечить инфаркты, инсульты. Пока это не доказано, пока это мы только предполагаем, что, наверное, раз они связаны, может быть, и такая цепочка событий приведет к тому, что, да, мы сможем с помощью гормонов снизить то, от чего в всем мире умирают чаще всего, да, риски сердечно-сосудистых заболеваний. Суставные боли. Вообще у меня был такой кейс, когда моя пациентка обошла всю Москву, там всех ревматологов, всех, кто хоть как-то имеет отношение к костной системе, ортопедов, прошла все физиотерапии, пиявки и прочую там, да, дичь. Нет, физиотерапия – это нормально в отношении опорно-двигательной системы. Я имею в виду пиявки, это дичь, но это же дичь, правда? Вот. И пришла ко мне с тем, что у нее уже начался период менопаузального перехода, и ее дико мучает боль в одном суставе. Вот один межфаланговый сустав просто не дает ей жизни. Представляете, вот что-то болит, она вся уже на аркоксии, там, на всех этих препаратах. В итоге я назначила ей менопаузальную гормональную терапию, она считает меня своим спасителем до сих пор. Она уже 10 лет прошло, уже принимает, довольно счастливая. У нее прошла боль в суставе. Оказалось, что боль в суставе – это самый частый симптом менопаузы, особенно у азиатских этнических групп. У них, кстати, еще психологические симптомы выползают на первый план. И одно из исследований, самое крупное исследование, наверное, по крайней мере, самое громкое исследование, WHI, я еще сегодня о нем буду говорить, показало, что действительно на фоне менопаузальной гормональной терапии мы точно можем рассчитывать на снижение боли в суставах. Друзья, и, конечно, что происходит уже непосредственно с нашей гинекологической частью, то, что скрыто в малом тазу с влагалищной слизистой, конечно, без эстрогенов и андрогенов, все это теряет прочность, коллаген, мышцы, каркас, и влагалище, которое необходимо для создания сопротивления, да, при пенетративном сексе, оно уже не способно ответить, так скажем, вот этим вот сопротивлением. И, конечно, все это еще и сопровождается сухостью, потому что меньше смазки, меньше секреции, да, и меньше кровоснабжения в этих органах. Все это приводит к тому, что женщины начинают отказываться от половой жизни. Мы, гинекологи, называем вот этот весь ужас, происходящий на уровне нижних отделов женского репродуктивного тракта, да, во влагалище и вульве, и еще плюс мочевая система, мочевыделительная система тоже идет к нам. Вот. Генитоуринарный менопаузальный синдром, с которым столкнется каждая вторая женщина. И самое важное, если в постменопаузе, если есть, я очень надеюсь, среди моих слушателей будут женщины, которые уже находятся в постменопаузе, я, конечно, не хочу, чтобы вы страдали циститами, но если вы страдаете циститами, то помните о том, что пить антибиотики – это неблагодарное дело. Лечение циститов – это восполнение дефицита эстрогенов, потому что все, что происходит с очень эстрогензависимым эпителием, который выстилает уретру и мочевой пузырь, он истончается и становится более восприимчивым к условным патогенным микробам, которые живут у нас всюду. И вы получаете вот все, что видно на слайде, да, это рецидивирующие инфекции мочевыделительной системы, дизурические расстройства, болезненные мочеиспускания, стрессовое недержание мочи, императивные позывы на мочеиспускание, когда вот немедленно, сейчас, ургентно нужно помочиться. И другие последствия, которые могут быть связаны с дефицитом эстрогенов, но абсолютно не единственная причина того, что какие метаморфозы с нами происходят по мере взросления, да, мы не будем такими суровыми, как гинекологи, которые придумали термин старения репродуктивности по мере взросления, так это то, что первое, да, отмечают многие мои пациенты, да и я тоже сама, это появляется живот, да, которого вообще никогда не было. Правда, вот появляется живот даже у очень стройных женщин, и это уже история, связанная не с какой-то перчинкой, особенно история связана с тем, что там откладывается вот этот вот висцеральный жир, когда исчезает талия, да, вот такой обруч, то есть фигура становится, по типу яблока. И вот это, в принципе, история немножко повышает, когда все равномерно с талией, да, по типу груши, вот гитары, да, это
история, которая физиологична, да, и никак не повышает риски диабета второго типа, инсулинорезистентность, когда женщина вдруг превращается вот, ну, в такое вот что-то по типу яблока, то тут, друзья, нужно подключать, конечно, физкультуру. Дальше это, конечно, потеря минеральной плотности костной ткани, повышенный риск переломов, снижение мышечной массы, нарушение сна, друзья. Это то, с чем столкнется каждая вторая пациентка, даже при отсутствии приливов, и это, к сожалению, не является показанием для назначения менопаузальной гормональной терапии. Очень большая тема. Всегда мы начинаем тут, ну, я лично начинаю, если пока мы еще не решились на МГТ, да, менопаузальную гормональную терапию, просто с мелатонина. Иногда он помогает. Депрессия – это то, что очень часто манифестирует в этот период. Только каждый третий гинеколог женщину опрашивает на предмет депрессии. Пожалуйста, пройдите скрининг на депрессию. Это опросник Бека или Гамильтона. Очень легко. И исключите, пожалуйста, у себя дефицит железа, потому что нервная система, если меня слушает сейчас Анастасия Арсеньева, она будет очень рада это услышать, замечательный гематолог, что нервная система, вне зависимости от всего остального, нуждается в этом волшебном важном атоме железа. И когда его мало, все мои очень продвинутые коллеги, психотерапевты, психологи давно уже прочухали историю, что да, они потеряют клиента, даже иногда потеряют клиента, когда восстановят дефицит железа, но тем не менее зато они приобретут какой-то пунктик в карме в своей, да, позитивной. Ну и скорость потери минеральной плотности костной ткани в перименопаузе действительно увеличивается, да. Это косточки, за которые никто не переживает. Я вам, друзья, предлагаю здесь погрузиться во все нюансы того, что происходит с костной системой, чтобы не столкнуться с фатальным переломом шейки бедра, чтобы не столкнуться с другими переломами, компрессионным переломом позвоночника, посмотреть мой вебинар с классным эндокринологом Светланой Мирной, с которой мы разобрали такие гинекологические, не только и жизненные аспекты остеопороза, потому что у всех есть бабушки, которых вы все обожаете, я уверена. Так же, как я любила своих, у меня их уже нет, за эти 3 года их не стало, но вот одна из них, к сожалению, ушла из жизни из-за того, что я не знала, что их нужно беречь. И вот в контексте сохранения минеральной плотности костной ткани гинекологи должны вас проверить. И вообще и терапевты, и все, кто имеет доступ к телу из медицинского сообщества, да и вы сами можете, в конце концов, протестировать на очень простом калькуляторе шкала Фракс. Задать себе или кому-то несколько вопросов и по специальной табличке или по графику, ну, табличка удобней, найти свой возрастной диапазон, сколько вам, например, вам 43, да, или 44, как мне, и понять, курит, не курит, диабет, не диабет, ранняя менопауза, не ранняя, и получить какую-то циферку. И уже из этих рисков действовать дальше. Кому-то нужно будет пройти денситометрию, это такое исследование безопасное совершенно, где смотрят бедро и поясничный отдел позвоночника, кому-то нужно будет просто пить кальций, витамин D, и через год повторите это тестирование на калькуляторе. Насчет кальция, друзья, напоминаю, что кальций очень важен. Есть такой калькулятор кальция в диете. Если у вас по каким-то причинам молоко исключено из рациона, помните о том, что 1200 кальция нужно всем. Витамин D, сколько бы его ни пытались там уличить во всех грехах, он также нужен для костной системы вообще бесспорно, да? В зависимости от того, где вы живете, даже где живете, все равно вы все пользуетесь солнцезащитными кремами. Ну и еще один важный момент, друзья, о котором мне хотелось бы сказать, говоря о проявлениях менопаузы, эстрогенодефицита, не только эстрогена, да, но и всех стероидных гормонов, это сердце и сосуды. Как ни странно, у нас случилось такая искаженное, такое кривое зеркало. Благодаря тому, что очень круто поработали все те, кто, включая и нас, да, все те, кто хоть как-то переживает за рак молочной железы, потому что это самая частая онкопатология у женщин, надо сказать, что мы немножко исказили реальность, и нам кажется, что все мы боимся, сейчас действительно боимся умереть от рака молочной железы. Хотя от рака молочной железы умереть вероятность в 13 раз меньше, чем умереть от сердечно-сосудистых заболеваний. И что касается сердечно-сосудистых заболеваний, они как-то вообще, гинекологи вообще про них не помнят, не знают. Хотя бы помните об этом вы, что как только наступает менопауза, и даже после 40 лет не всегда мы можем провести вот эту грань, что наступила менопауза, сердце-сосуды все, да, ушли из чата и все, начали барахлить. Нет, это процесс, скорее всего, завязанный с процессами старения, но тем не менее эстрогены, правда, обладают каким-то протективным эффектом в отношении сердца и сосудов, поэтому вы должны хотя бы раз в год после 40 лет измерять артериальное давление, проверять свой липидный профиль, на какие-то даже такие фельдеперсовые исследования
обследования кому-то понадобится, типа коронарного кальция, для того, чтобы вовремя эти риски оценить и, если необходимо, диетой, питанием, модификацией образа жизни, а может быть, кому-то статинами, да, взять под контроль и вовремя продлить себе жизнь. Что касается инсулинорезистентности и диабета, и ожирения, все это, конечно, очень печально, потому что непонятно, то ли от возраста, то ли от эстрогенов, хотя эстроген действительно участвует в метаболизме глюкозы, мы сталкиваемся вот с этим висцеральным перераспределением вообще жировой ткани, ее становится больше, а нежировой ткани, безжировой ткани становится меньше. То есть наша задача в 44 года, когда первая волна старения наступает, усилить физическую активность. Насколько это можно, да, чтобы были силовые, чтобы мышцы, которые будут интенсивно работать, они, во-первых, будут потреблять энергию, во-вторых, они будут укреплять кости, потому что в них появляются сосуды, а мышцы прикрепляются своими, да, вот этими двумя, господи, как они называются, кончиками, так скажем, да, забыла, к костям, и через них кость питается. Тем не менее, да, мы должны помнить о том, что соотношение окружности талии и бедер – это очень важное соотношение, индекс массы тела, к сожалению, такой немножко суррогатный показатель. Что касается глюкозы и гликированного гемоглобина, это тоже есть смысл смотреть периодически. Возникает вопрос. Мы описали все, что происходит с женским организмом, как только она оказывается в менопаузе. Вообще нужно это все лечить или как-то стерпится, слюбится? Друзья, давайте поговорим теперь о самом главном. Менопаузальная гормональная терапия. Кому, когда и как долго. И давайте действительно, как вот замечательный вот этот вот котенок по имени Гав, да, только он хотел бояться, а мы не будем бояться вместе. С чего вообще начиналась история менопаузальной гормональной терапии? Она началась во времена, первая молекула была синтезирована такой американской, в Америке, да, во времена Великой депрессии, и появился первый препарат на основе конских эстрогенов конъюгированных, это полученных из лошадок, да, как вы понимаете. Это начало потихоньку входить в жизнь американок, FDA одобрила, да, и почему я все время говорю FDA, и все врачи говорят, FDA одобрено, потому что это крутая организация. Она вообще, я верю в то, что это единственное, во что осталась вера, что она не ангажирована, что ее невозможно пролоббировать, да, что там ни одна муха не пролетит. Ну, вот, например, опять отвлекаюсь, была талидомидовая трагедия, да, вы помните, да, когда вся Европа захлестнула волна рождения детей с дисмиелиями, с пороками конечностей, потому что беременные принимали препарат талидомид, да, который, как оказалось, не только успокаивал беременных в первом триместре, но и вызывал такие тяжелые пороки развития. Вот FDA, там одна была крутейшая женщина, сказала, нет, я не пущу на территорию Америки этот препарат, и не пустила, и спасла огромное количество детей от того, чтобы родиться без конечности. Ну и, короче говоря, возвращаемся в FDA, одобрила это направление, и все потихонечку развивалось, появились исследования, и тут в 1968 году выходит книга одного нью-йоркского писателя, акушера-гинеколога и писателя одновременно, который назвал ее «Женственность навсегда». И вот такая цитата, я позволю ее себе зачитать вам. Вместо того, чтобы быть просто свидетелем приговоренной к смерти их собственной женственности, женщины останутся полностью женственными, физически, эмоционально до тех пор, пока они живы. Менопауза излечима. И это было началом золотой эпохи менопаузальной гормональной терапии, которая только набирала темпы, количество рецептов возрастало в 70-х вот этих годах после выхода этой книги до 50 миллионов в год, дальше увеличивалась, достигла пика, потом поняли, что не только нужны эстрогены, но и прогестины, да, потому что иначе получалась ситуация у женщин, у которых была матка, начинал сильно утолщаться эндометрий, слизистая оболочка матки, и пошел рак эндометрия, небольшое такое кладбище, да, там все заканчивается хорошо, как правило, в таких историях, но тем не менее поняли. А вот нужен еще и второй компонент, это прогестин для женщин с маткой. Причем, друзья, если есть врачи среди аудитории, да, я обращаю внимание на этот очень важный момент. Потому что, заметьте, когда женщины принимали чисто эстрогены, никто не сказал, что пошел всплеск рака молочной железы, пошел всплеск рака эндометрия. Это к тому? Это к тому, что новая парадигма, да, забегая вперед, спойлер, которой мы только привыкаем, говорит о том, что, по-видимому, не с эстрогенами, а с прогестинами связаны риски рака молочной железы при использовании менопаузальной гормональной терапии. Окей, поехали дальше. Потом добавили прогестин, опять пошел рост популярности менопаузальной гормональной терапии.
Потом появились 2 новых показания на исследовании здоровья медсестер в 90-х. Было показано, что ишемическая болезнь сердца тоже профилактирует менопаузальная гормональная терапия. Начали вообще рассматривать это как эликсир молодости, пока не случились 2000-е, и вышли результаты этого отвратительного исследования. Оно было как бы типа казалось идеальным по дизайну, масштабным, но оно чуть было не поставило крест на том, что сегодня только пытается выползать из-под обломков исследований, точнее выводов этого исследования WHI, инициатива во имя здоровья женщины, в котором приняли участие огромное количество женщин. Была группа плацебо, которым давали пустышки, была группа вмешательства, которым давали препараты. Выводом звучало страшное. Менопаузальная гормональная терапия, увеличивается риск ишемической болезни сердца, инсульта, тромбозов и рака молочной железы. Потом была куча реанализов. Недочеты очень хорошо известны. Кривой дизайн этого исследования. Просто не знаю, кто был в разработке вот этого дизайна, как хотелось бы развернуть время вспять, да, и вернуться в те годы, когда это исследование еще планировалось. Женщин, которые включали в это исследование, в диапазоне от 50 до 80 лет. Ну, вы представляете, женщине 50 или 80, да, это 2 разные женщины. Ну и плюс не очень выгодные были и эстрогены, и лошадиные вот эти вот, да, и прогестероновый компонент тоже был абсолютно неспокойный. Он повышал деление в клеточках молочной железы, да, это называется пролиферативный эффект на ткань молочной железы, и повышал риски рака молочной железы. Что случилось потом, друзья? В нулевых использование МГТ по всему миру сократилось на 80%. И за это время в США, за 13 лет отсутствия, МГТ в группе именно, так скажем, целевой, да, это сегодня мы понимаем, целевая группа – это 50-60 лет, основная, когда мы стартуем в менопаузальную гормональную терапию чаще всего. Это то, что привело США, они такие вообще расчеты, я встречу, рассчитали, да, жадины, говядины, что за 13 лет зарегистрирован рост расходов на 4 миллиарда долларов на хронические заболевания женщин. То есть вот такие обломки часовни, да, которые еще пока восстанавливаются, и слава богу, восстанавливаются. Сегодня в Великобритании мы видим историю, которая не может не впечатлять. Там количество выписанных рецептов увеличивается на 35% в 2022 году по сравнению с 2021. Есть статистика по тем годам, и каждый год все прибывает и прибывает и прибывает. Друзья, но здесь очень интересная история. Если кто, может быть, слышал, но кто не слышал, расскажу. В общем, я была на конгрессе по гинекологической эндокринологии, собственно, мы там были с Леной Кудиновой, и выступал наш краш. Тогда, сейчас как-то мы что-то его разлюбили немножко, но не та уже страсть поутихла. Вот, это Ник Панай. На тот момент он был президентом Международного общества по менопаузе. Вот вы видите фотографии, я с ним, это Николаш, это правда, честно я. Вот, и такая же фотография с Леной, мы со всех ракурсов с ним фотографировались. Он рассказал одну историю, которая заключалась в том, что у них произошло на территории Объединенного Королевства. У них есть такая очень эпатажная ведущая, ее зовут Давина Маккол. Она прошла непростой путь от героиновой наркоманки до натуропатки, такой матери 3 детей, главе семейства, которая чужда вся химоза, всех детей рожала дома, пока с ней не случилась менопауза, вот кубики на животе. В общем, она идеальная женщина, которая, вот представьте себе, такая вот, да, там питается так, как нужно, все эти тарелки, гарвардские, не гарвардские. Короче, вот такой вот образ создали у себя в голове идеальной женщины. И вот тут с ней происходит в 42 или в 43 года то, что произошло. Случилось с ней менопауза. И она сравнила то, что с ней случилось, с тем, что с ней было, когда у нее была героиновая зависимость. Говорит, худшие дни моей жизни, сказала Давина. Она сказала, что у нее началась абсолютная несостыковка с членами семьи, ссоры с детьми, она все забывала, она лежала, у нее не было никакого жизненного тонуса, да, и она получила менопаузальную гормональную терапию, несмотря на всю химозность, да, ненатуральность этого направления. Что случилось дальше? Давина пошла дальше, и она заговорила о менопаузе вслух, об этой табуированной теме, о которой все начинают отворачиваться от экранов, говорить, что там менструация, менопауза, это вообще не должно быть достоянием публичности. Она сняла документальный фильм, который просто взорвал британское сообщество. Она привела к тому, что склады опустели с запасами препаратов для МГТ, и количество выписанных рецептов увеличилось с 1 миллиона до 1 700 000 в тот год, когда Давина
выпустила на одном из федеральных каналов вот этот фильм про то, что она пережила во время менопаузы, как она начала принимать менопаузальную гормональную терапию. Она написала книгу, которая называется «Менопаузинг». Я не читала, но, может быть, кто-то из вас прочитает, и получила даже британскую книжную премию за вклад вот в это направление. Здорово же, правда? Ну, сложно не согласиться. Друзья, как определить, что является ли наша пациентка кандидатом для назначения менопаузальной гормональной терапии? Являетесь ли вы тем самым претендентом на получение этой стратегии? Смотрите, очень просто. Мы диагностируем менопаузу, мы видим, ищем показания, их на самом деле, несмотря на многочисленные проявления эстрогенодефицита и андрогенодефицита, не так много, всего 4. Мы устанавливаем, нет ли у вас противопоказаний, дальше оцениваем индивидуальные риски пользы и назначаем менопаузальную гормональную терапию. Все это мы делаем на основании обследований и тщательного сбора вашего анамнеза. Коллеги, друзья, слушатели, самой эффективной и безопасной историей и лечением менопаузальных приливов, да, как самого частого симптома менопаузы, является назначение менопаузальной гормональной терапии. И большинству женщин она поможет, и это умеренные тяжелые приливы. У нас нет какой-то необходимости считать количество этих приливов. Считается это очень просто. Нужна вам МГТ с точки зрения тяжести приливов или нет, это можно определить легко. Если приливы мешают вам жить, их быть не должно. Если они не мешают вам жить, ну, немножко так, чуть-чуть где-то когда-то раз в недельку стало жарковато, ну и подумаешь, что они не вспомнили про то, что яичники уже, в общем-то, не первой свежести у нас, да, и пошли дальше. Вот. Показания к назначению МГТ, их несколько. Их всего 4, как я уже сказала, это те самые приливы, это сухость и так ГУМС, да, который включает в себя и урологическую, и гинекологическую составляющую, это сексуальная дисфункция, это профилактика постменопаузального остеопороза, это когда вы ничего не будете ощущать, но это лазейка для того, чтобы помочь женщинам с плохим сном, с плохими суставами, с болящими суставами, с артралгиями или какими-то еще задачами. Это лазейка, я открываю вам тайну. Друзья, это лазейка для нас, врачей, назначить, не выйдя из юридического поля, менопаузальную гормональную терапию женщинам, у которых нет мучительных симптомов. Ну и, конечно, менопаузальная гормональная терапия обязательно нужна у тех, у кого менопауза наступила до 44 лет, безопционально. То есть это не как в периоде... И называется она там не менопаузальная гормональная терапия, называется она заместительная гормональная терапия. Женщине до 44 лет оказаться без гормонов в миллиард раз сложнее, страшнее, чем с ними. Пока она не используется как анти-эйдж, но посмотрим, поживем, увидим. Друзья, что не является официальными показаниями, но что можно вместить вот в эту вот лазейку профилактику остеопороза, который будет, ну, скорее всего, у большинства, это улучшение качества сна, это лечение депрессии, профилактика депрессии, мы точно можем на это рассчитывать, точно есть данные об улучшении настроения, это профилактика деменции, сложная тема, скорее всего, речь идет только о очень раннем начале менопаузальной гормональной терапии и трансдермальных формах. А вот что касается лечения и профилактики стрессового недержания мочи, если мы пьем таблетки или мажем гель, да, здесь мы можем столкнуться с ухудшением симптомов. Имейте в виду, такое может быть. Друзья, очень часто гинекологи, это прописано в наших рекомендациях, в российских рекомендациях, больше я не видела, ну, может быть, в каких-то странах СНГ тоже, но оценивают тяжесть вашего состояния по вот этой шкале Грина. Шкала Грина – это субъективная шкала, где вы заполняете много-много-много-много ответов на вопросы, 21, по бальной системе тоже очень субъективной. На сколько баллов вы плаксивы, на 4 или на 3, да? Вы знаете, каждую неделю, начиная, наверное, с 20 лет, если в пятницу вечером я бы эту шкалу Грина заполняла, я бы у себя тоже нашла бы, ну, среднюю степень климактерического синдрома. Это не так. Шкала Грина, коллеги, это не тот объективный показатель, вообще не учитывает ни остеопороз, ни явление генитуринарного менопаузального синдрома, ни сексуальную дисфункцию, вообще ничего не учитывает, и почему-то у нас гинекологи на основании шкалы Грина, этих баллов, принимают решение, помогать вам или нет. Нет, конечно. Может быть, просто такой отлив, что все остальное идеально, а только вот эти симптомы будут показания для МГТ. Какие противопоказания? Если глобально, их всего 3. Это рак молочной железы, это острые хронические заболевания печени, это тромбозы перенесенные или же артериальные или венозные. Не являются противопоказаниями к назначению вот этих вот натуральных гормонов для заместительной менопаузальной гормональной терапии, ни мигрени с аурами, ни вот эти вот тромбофилии высокого риска, ни миома матки, ни эндометриоз, ни курение.
Ни ожирение, ни сахарный диабет, ни высокое давление, ни воспалительные заболевания кишечника. И даже женщины, выжившие после рака, которые столкнулись, уже один раз прошли тяжелый путь, не лишайте их, пожалуйста, не лишайте себя, пожалуйста, того, чтобы вам помогли врачи. Почему? Потому что все раки в отношении сочетания с МГТ тоже круто стратифицированы. Есть раки, после которых люди, получая менопаузальную гормональную терапию, имеют больше преимуществ и большую длительность жизни. Например, какие-то гематологические раки, лимфома Ходжкина, какие-то лейкемии, меланома локальная, колоректальный рак, рак печени. Есть раки, после которых категорически нельзя, например, глиома, да, это вот как у Жанны Фриски было, или рак желудка, эстроген зависим. То есть и даже гинекологические раки совместимы с заместительной гормональной терапией. Мы не должны болеть раком шейки матки в 21 веке, но если кто-то с ним столкнулся и выжил, мы понимаем, что рак шейки матки, да, связан с вирусом папилломы человека, но не связан с гормоном. И вообще это такая забавная история, что люди боятся гормонов, эстрогенов, из-за того, что у них разовьется рак, не знаю, там, щитовидной железы. Но тогда по этой логике мы должны вообще всех кастрировать, чтобы не было никаких раков ни у кого, да? Нет, как говорится, ручек, нет конфетки, нет эстрогенов, нет раков. Но это же нелогично. И я очень счастлива, что моим пациентам, моя пациентка 10 лет уже наблюдается у меня, она перенесла меланому, вылечилась, и в Блохина ей дают заключение, что у нее нет противопоказаний для менопаузальной гормональной терапии, и я ей назначаю гормоны. Но, коллеги и друзья, вот эти вот показания и противопоказания обязательно должны вписаться в определенный временной интервал. Это так называемое окно терапевтических возможностей. Мы не можем даже использовать эти показания, противопоказания для женщины 70 лет. Мы можем использовать это только для молодых женщин до 60 лет, и тогда мы можем иметь преимущество. То есть МГТ, как показал опыт сын ошибок трудных, да, тоже самое исследование WHI, когда разделили эту большую выборку на молодых женщин до 60 лет и женщин постарше, от 60 и дальше, оказалось, что МГТ имеет преимущество для женщин здоровых, но для женщин уже немножко где-то покалеченных в каких-то, да, своих состояниях сердечно-сосудистой системы. Мы уже не можем рассчитывать на ее плюсы, а можем получить действительно минусы. Она профилактирует заболевания сердца, она профилактирует диабет второго типа, кожу и коллаген тоже можно спасти, депрессию, остеопороз, болезнь Альцгеймера, еще раз повторю, сложно. Друзья, это большой сложный график, я не буду сейчас, вы уже устали на нем останавливаться, просто покажу. Вот то же самое исследование WHI через призму реанализов привели к тому, что оно вошло вот в виде такого графика в большой протокол Североамериканского общества менопаузы 2022 года, где было показано, что менопаузальная гормональная терапия в составе монотерапии эстрогенами снижает смертность от всех причин. И на 10 тысяч женщин в течение года умрет меньше женщин на 11, те, кто будут принимать менопаузальную гормональную терапию. Если не вдаваться в подробности, то это примерно выглядит так. Ну и что такое оценка индивидуальных рисков? Это самый сложный фрагмент, который я для себя стратифицировала на следующее направление. Это онкориски, кардиориски, риски тромбозов и влияние на какие-то другие хронические заболевания. Когда-то в 2020 году, когда я читала лекцию по МГТ, у меня был такой слайд. У меня вот с этими двумя женщинами были все слайды. Я даже ее нашла и сюда вставила. Я тогда сокрушалась, я уже давно сокрушаюсь, но в виде лекции на слайде вот это был первый мой такой выход в люди. Почему у нас нет критериев приемлемости МГТ, чтобы понять, как они бьются с разными заболеваниями, состояниями у разных женщин? Мечты сбываются. Наступил 22 год, и испанцы сначала, они вообще самые такие заводные итальянцы, да, в плане гормонов, вот, они выпустили критерии приемлемости, которые позволяют нам любое заболевание стратифицировать в 4 направлениях. Когда МГТ можно, зеленый цвет, и когда МГТ нельзя, и когда можно, чуть-чуть под наблюдением, и когда лучше нет, чем да. Ну и самый главный страх. Эстрогены боятся, точнее, эстрогены вызывают рак молочной железы. Друзья, давайте так, не будем думать, что кирпич этот упадет на голову всем остальным членам семьи, если кто-то столкнется вот с этой страшной статистикой. И не лишать женщин, у которых в семье был рак молочной железы, например, там в возрасте, особенно, да, после 40 лет, и лишать родственниц, внучек, дочек, тех, кто пережил и вышел из семьи с такой трагедией, да, что кто-то столкнулся, кто-то выжил, кто-то нет, потому что это самый частый рак.
из всех онкологических заболеваний. Одна женщина из 8 заболеет раком молочной железы. И это не значит, что заболеет там ее дочка или ее сестра. И это не значит, что никому и теперь нельзя будет пожизненно использовать менопаузальную гормональную терапию. Даже мутации, как у Анджелины Джоли, которая 100% принимает менопаузальную гормональную терапию, БРКА1, БРКА2, вот эти, да, которые у нее выявили, она провела мастектомию, удалила яичники, удалила молочные железы, и можно использовать менопаузальную гормональную терапию. Более того, это сложное исследование, просто скажу словами вам. Когда вот этих вот женщин, которые когда-то вошли в исследование WHI, смотрели спустя 20 лет, в разрезе каждого года по показателю заболеваемости, смертность от рака молочной железы, знаете, что оказалось? Это я вам доказываю, что эстрогены не просто не снижают, не просто не влияют на рак молочной железы, они снижают риски рака молочной железы. Оказалось, что те, кто принимал просто эстрогены без прогестина, они столкнулись, что у них была низкая заболеваемость и низкая смертность от рака молочной железы по сравнению с группой плацебо, которые принимали пустышки. Кто принимал комбинацию с прогестиновым компонентом, который и определяет эту траекторию, да, в сторону рака молочной железы, вот у них была чуть выше заболеваемость, а смертность была все равно одинаковая. Поэтому вот в этом классном онкологическом журнале написано, что сегодня, скорее всего, установлено, что эстрогены не виноваты в риске рака молочной железы. Это 25-й год, совершенно свежая, да, статья от февраля, можете почитать, заинтересованный. Я выкладывала тоже в соцсетях небольшой пост на эту тему. И вообще, друзья, говоря о менопаузальной гормональной терапии и риске рака молочной железы, посмотрите на эти циферки. Да, действительно, комбинированные препараты, особенно с не очень выгодными гистогенами, ну, прогестинами, да, могут увеличить риски рака молочной железы. И если все откажутся от менопаузальной гормональной терапии именно в контексте рака молочной железы, это вообще, знаете, как называлось и называется? Называется питерская расчлененка, да. Мы, женщины, смотрим, извините, там по сисям, да, там посмотрим по голове, посмотрим по ноге правой, по пятке, по еще чему-то. Ну, мы так не должны смотреть. Мы должны глобально смотреть, что для каждой женщины строить индивидуальный трек, да. То есть МГТ в целом увеличивает продолжительность жизни и снижает смертность от всех причин. Но, возвращаясь вот к нашей питерской расчлененке, когда мы говорим только о одном аспекте МГТ, как рак молочной железы, минимизация менопаузальной гормональной терапии, например, в год, да, по данным одного 2019 года исследования, снизит количество рака молочной железы в год в Британии на 1400. Но снижение массы тела, именно ожирение, да, снизит эту вероятность на 13 тысяч. Отказ от курения на 22 тысячи в год. Поэтому, друзья, давайте думать более глобально. Да? А что касается молочной железы, мы сейчас точно знаем, что все женщины у нас проходят очень простую такую диагностическую процедуру – маммографию. И мы, гинекологи, в этом смысле примитивно мыслим. Если по категории Байрац мы видим в заключении Байрац-1, Байрац-2, это наше. Нет никаких противопоказаний для назначения менопаузальной гормональной терапии. Но если на что еще мы не обращаем внимания, но нужно обращать внимание, это на плотность молочных желез. Это не на ощупь, это тоже рентгенологический показатель. Вот если плотность будет не как здесь B или А будет С или Д, то здесь нужно дополнительно к маммографии, к рентгеновскому исследованию подключить УЗИ молочных желез. Вообще обследование для назначения МГТ выглядит вот таким образом. Да, вы видите его на слайде. Это все то, что мы с вами только что обсудили, ничего лишнего. Ну и какое консультирование должно быть при назначении менопаузальной гормональной терапии? Конечно, это типы терапии, либо это может быть сочетание, да, гистогенов и эстрогенов, либо монотерапия эстрогенами. Мы говорим о том, что кому-то из женщин мы назначим системную терапию, которая будет действовать на все, кому-то только местную, да, в виде, например, каких-то свечей, гелей. И мы обговариваем, что при назначении менопаузальной гормональной терапии мы ориентируемся на очень два важных принципа. Это эффект минимальной эффективной дозы и не ограничиваемся какими-то сроками. Какие режимы, друзья, есть? Очень простой. У кого нет матки, могут принимать, мазать, пить только эстрогены. Вот голубенькая черта – это как часто мы получаем эстрогены. Каждый божий день столько, сколько нужно. Потому что никто не смеет нам говорить, что ты должен принимать МГТ не более 5 лет. Второй вариант – это комбинированный вариант, желтеньким помеченный прогестина. Это циклическая такая история будет. Будут менструалоподобные реакции. Обычно мы назначаем такие схемы, когда у женщины
еще не прошел год после последней менструации, да, чтобы она менструировала, иначе у нас будут сбои. Для тех, кто очень плохо переносит прогестины, те же самые, да, там дюфастоны, утрожестаны, есть еще очень небезопасный режим с точки зрения длительности его использования. Это такой трициклический, когда раз в квартал мы даем гистогены, и женщина менструирует 4 раза в год. А когда уже прошел год после последней менструации, схем и есть матка, мы назначаем сочетание и эстрогенов, и прогестерона, да, и женщина и поехала дальше, и приняла последнюю таблетку за день до перехода на новый этап уже неземной жизни. Друзья, почему в моей практике 90% моих пациентов с 2020 года постепенно я перевела на трансдермальные формы? Это искренняя рекомендация, у меня нет никакого конфликта интересов. Потому что по данным больших обзоров, они эффективнее справляются с приливами, они лучше влияют на качество сна, они не убивают либидо, покажу почему. Они не зависят от состояния кишечника, понос, рвота, золотуха, ты намазал или приклеил, или пшикнул и пошел, а там все что угодно. Они не проходят через печень, это тоже важно, да, у нас не образуются камни, они не требуют изменения дозы левотироксина, потому что когда перорально принимаешь эстрогены, приходится пересматривать лечение дисфункции щитовидной железы, да, гипотиреоза у некоторых женщин. Они безопасны в высоких дозах у молодых, юридически разрешены в высоких дозах у молодых женщин, когда нужны высокие дозы эстрогенов. Я сейчас скажу, что это за группа. Это группа женщин до 44 лет. Ну и возможность вот этой индивидуализации, у нас же важный принцип МГТ, это персональный подход к каждой женщине. И возможность бесконечного применения с огромным количеством преимуществ. Это американское уже исследование, включившее 10 миллионов женщин, где было показано, что после 65 лет трансдермальные формы в малых дозах профилактируют почти всю патологию, кроме рака молочной железы в комбинированном виде. Ну и, конечно, поскольку мы проживаем в Российской Федерации, и у нас есть одна небольшая особенность, много особенностей, но вот одна небольшая особенность, которая заключается в том, что в Российской Федерации очень высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. А трансдермальные формы, они предотвращают развитие диабета второго типа, они не повышают риски инсультов, их можно при мигрени Мессаура, да, это значит не повышают риски артериальных тромбозов, при ожирении, при тромбофилиях, при курении, кстати, это совместимая история, да, и не повышают риски тромбозов. А вот нехорошая новость для тех, кто живет в России, и даже если вы там, у вас правильный образ жизни и так далее и тому подобное, у нас, как в Африке, к сожалению, в год умирает максимальное количество людей от заболеваний сердца и сосудов, 500 тысяч человек. И поэтому для нас безопасность МГТ, именно трансдермальных, в моей жизни стала приоритетной. Не сложно это на самом деле в рамках обряда ежедневного для женщин что-то намазать. Что такое возраст менопаузы и риск инсульта? Чем раньше наступила менопауза, тем больше вероятность того, что произойдет у женщины либо инсульт, либо инфаркт. На 55% выше, если до 40 лет, на 30% выше, если до 44, и даже если до 50, немножечко он выше, чем в ситуации, когда возраст менопаузы составлял 50-51 год. Друзья, это цитата из большого обновленного гайдлайна Эши, где говорится о том, что каждый специалист должен знать. Женщины с преждевременной недостаточностью яичников до 44 лет должны быть проинформированы о том, что отказ от заместительной гормональной терапии связан с сокращением продолжительности жизни, в основном из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Мы в ситуации, когда яичники утратили свою активность, я умоляю, надеюсь, кто-то дослушал меня до этого слайда, если нет, то, может быть, потом будет вторая серия прослушивания, а я очень хочу, чтобы меня услышали все-все-все в этом мире, что таких женщин мы спасем, если назначим им заместительную гормональную терапию в высоких дозах, предпочтительно трансдермальными формами, как можно быстрее до постановки диагноза. Ну и как можно быстро справиться с циститами, которые никогда не обсуждают женщины, особенно уже перешедшие черту. Это предпоследняя часть нашей или последняя часть нашей большой-большой-большой лекции по менопаузе. Это проблема. Это то, что вы никогда нам не говорите. Говорите нам, пожалуйста, прошу вас, говорите с нами. Вам кажется, что нет способа вам помочь? Есть способ вам помочь. Вообще мы, гинекологи, смешные. Да? Единственные рекомендации, которые разрешают заниматься сексом, это рекомендации по лечению той самой сухости в постменопаузе. Следует поощрять сексуальную активность, говорят они. Регулярный секс и мастурбация могут увеличить кровоток органов малого таза, введение расширителей, здоровый образ жизни, отказ от алкоголя, отказ от курения. Ну, в общем-то, все понятно. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Теперь немножко рефлексия про наших
с вами коллег, не с вами, а моих коллег и меня. Мы всю жизнь какие-то, не знаю, странные мы всю жизнь запрещаем заниматься сексом. Наверное, фраза «половой покой» – это самая частая фраза, которую можно увидеть в рекомендации гинеколога. Ничего мы так часто не рекомендуем, как воздержаться от сексуальной жизни. Неважно, что там было, по поводу, без повода. Вот это топ рекомендаций. Но зато, друзья, как только наступает менопауза, мы тут же выступаем на сцене с другой рекомендацией. А вам, мадам, надо бы заняться сексом. А теперь, в общем-то, можно, да, когда репродуктивная фаза жизни позади. Вот такие мы хулиганы. Что у нас есть, помимо любрикантов и смазок, которые подбираются методом научного тыка, из лекарств? Потому что я гинеколог, я говорю про лекарства. У нас, хочу обратить ваше внимание на лазеры, друзья, которые везде и всюду коммерциализированно пытаются поддаваться как первая линия выбора лечения всех проблем, связанных что-то там снизу, что-то не держится, что-то не хочется, сухо, мокро, неважно. Лазеры – это экспериментальное направление, и они используются в очень ограниченном количестве случаев, когда не помогает первая линия лечения. А первая линия лечения генитоуринарного менопаузального синдрома – это гормоны. Это что у нас есть, да, в Америке есть эстрадиол, у нас есть истриол, и у нас появился новый, тот самый дигидроэпиандростеролсульфат. Что касается эстриола, это свечки, это крем, который можно использовать лучше как можно раньше, чтобы слизистая еще была не такая проницаемая, чтобы меньше попала в системный кровоток. Но если уж не успели, у нас нет здесь окна терапевтических возможностей. Местные препараты мы можем использовать хоть в 70, хоть в 80, не боясь навредить женщине. Мы не боимся рака, и в Америке его уже разрешили использовать у женщин, выживших после даже рака молочной железы, который вообще табу. И здесь нет вообще никаких необходимостей ограничиваться короткими периодами. FDA, опять же, да, пресловутая, одобрила совсем недавно простерон, у нас-то интрароса, да, препарат на основе дигидроэпиандростерона, который тоже обладает огромными надеждами и перспективами для использования у женщин, выживших после рака молочной железы, который является самым частым заболеванием онкологических у женщин и самой частой проблемой, с которой мы сталкиваемся, потому что женщины нуждаются в МГТ, да, они переживают гонадотоксичную терапию, и они очень здорово страдают. И у ДГА есть одна суперспособность, это же премолекула, помните, как бы прегормон? И он превращается, такая как умная молекула, попадая в те ткани, где можно и нужно превратиться в эстроген, он превращается в эстроген. Где нужно превратиться в мужские половые гормоны, в тестостерон, он превращается в тестостерон. Но он абсолютно не действует на эндометрии. Это тоже важно, потому что мы понимаем, что нам не нужно будет столкнуться там с раком молочной железы. Почему? Потому что в эндометрии, в слизистой матке, раком эндометрия, потому что в слизистой матке просто-напросто отсутствуют те ферменты, которые превратят его в эстроген. Ну и у нас зарегистрирован он для лечения диспареунии, да, это новое, это такой мой, нельзя краше искать среди препаратов, но это сейчас то, что в моей практике стало таким номером 1 для лечения сухости вагинальной у женщин из-за дефицита эстрогенов и прогестерона и андрогенов. Единственное, у нас пока есть противопоказания, как рак молочной железы. Я, конечно, не вижу на самом деле никаких препятствий, но юридически, конечно, мы такое не рекомендуем. Теоретически это не должно никак пересекаться, есть много исследований, немного, но есть ряд исследований, которые показывают, что не влияет на рак молочной железы. Используется в менопаузе ежедневно. Кохрейновский обзор огромный показал еще одну плюшку. Почему вы думаете, я так распинаюсь про ДГА? Потому что у него есть еще одна функция, помимо того, что там нейропептид и предшественник того, чего нужно, и превращается в то, что нужно, это еще и штучка, которая повышает доказательно сексуальную дисфункцию женщин. Причем неважно, перорально это в виде биологически активных добавок, либо в виде простерона, интрароса, вагинально. За счет чего это происходит, учитывая, что при вагинальном введении нет системных эффектов, за счет того, что он немножко улучшает кровоснабжение и способствует формированию новых нейросетей, если позволите, возле клитора, улучшает вот эти вот эрогенные все зоны. Было показано на крысках, правда, не на людях, но
что есть, то есть. Вот, и поэтому у меня уже есть первый опыт. Почему я с удовольствием с вами делюсь? Потому что все новенькое, но интересное, нормальное новенькое, не лазеры только. Вот, все новенькое, оно интересно, и у меня уже есть первые плоды с моих, так скажем, услуг, таких медицинских, да. Пациентке назначила с 20 января, эффект появился через пару недель, бодренькое, энергичное желание появилось. А вторая смс, это уже от коллеги, которая назначила профессору с Никтурии, назначила интрароссу, пишет научные работы, говорит, активная стала, сократились на ночные лучеиспускания. Она рада. В общем, вот такой момент. Вообще, что касается сексуальной дисфункции, друзья, то, что мы, гинекологи, можем пилюльками полечить, поставить этот диагноз достаточно просто. У нас есть такой простой опросник. Если вот 3 признака, да, присутствует больше, чем 6 месяцев и более, то у вас сексуальная дисфункция, которая будет звучать как расстройство сексуального влечения. Это заинтересованность в сексуальной жизни, когда нет ответа на инициативу партнера, когда страдает возбуждение, нет сексуальных эротических фантазий, есть ощущения, отсутствуют ощущения какие-то неприятные, присутствуют генитальные и внегенитальные ощущения во время половой активности отсутствуют, или, например, нет никакой заинтересованности и ответа на какие-то письменные, устные, визуальные сексуальные эротические стимулы. Для фармакологических способов справиться с сексуальной дисфункцией на самом деле в мире есть больше, чем у нас. В мире есть такие женские виагры. Это Ади или Вайлиси. Если говорить об Ади, его пьют постоянно. Вайлиси, что очень радовало феминисток, прям вот очень-очень-очень радовало во всем мире. Вот, его используют перед каждым половым контактом. Они официально продаются, выписываются по рецепту врачей. Один там несовместим с алкоголем, у второго есть тошнота, поэтому его с анденсинтроном принимают. Ну, такое себе, да, когда тебя рвет и одновременно хочется секса. Лучше, наверное, обзавестись каким-то препаратом от тошноты. Вот, что еще официально повышает и реанимирует сексуальную дисфункцию, потому что у меня была такая пациентка, для которой, знаете, секс был, ну, правда, это каким-то вдохновением, что ли, она математик, и она писала книги, она говорит, вот у меня началась менопауза, исчезла, она говорит, как бы у меня погас огонек, то есть у нее исчезло вдохновение для творческой деятельности. А творчество – это такое вот обучение, да, людей математики. Вот, и мы там реанимировали либидо, и МГТ, и тибалоном. Тибалон тоже такая интересная молекула, и простероном. Ну, и тибалон, да, он тоже назначается женщинам в постменопаузе, у него есть свои нюансы, обсудите с вашим врачом, потому что он действительно способен тоже трансформироваться в андрогены там, где нужно. То есть вы замечаете, в какую сторону мы движемся, когда говорим про секс? В сторону андрогенов, да, мужских половых гормонов, тестостерона. У тестостерона в России нет официального показания, да и во многих странах, для того, чтобы мы по инструкции могли, не нарушив закон, назначить тестостерон, да, для женщин с сексуальной дисфункцией. Но появились хорошие знаки. FDA не одобрила пока использование у женщин, но сняло с вот этого тестостерона такой черный большое предупреждение о том, что его нельзя использовать из-за рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Правда, нельзя использовать инъекции. Вот их действительно нельзя для этих целей, а различные пластыри или можно. Ну и трансдермальные формы сексуальную дисфункцию никак с ней не пересекаются. Это тоже большой плюс, да, о котором я вам говорила. Друзья, и заканчивая свою лекцию, да, перед тем, как сейчас я очень кратко перечислю, что есть негормонального, вы знаете, у меня есть несколько мыслей, которые я сформулировала специально вот в 3 больших блока. Бояться андрогенов и эстрогенов – это значит бояться самого себя, своей природной человеческой и женской сущности. Страх перед гормонами может означать, что для душевного спокойствия человеку хотелось бы избавиться от всех желез внутренней секреции, включая половые железы, которые вырабатывают половые стероиды. И сегодня формулы молекул гормонов, которые используются в медицине, максимально приближены к химической структуре наших собственных гормонов. Растущие, как снежный ком, исследования все больше убеждают нас в безопасности. Я надеюсь, что эти мысли очень понятны для каждого из вас. Вы обязательно поговорите с врачом о возможностях использования менопаузальной гормональной терапии. А если нельзя, то можно использовать альтернативные варианты для тех, кто действительно имеет противопоказания. Но все, что вам предлагают, вы должны пропускать через призму того, были ли у этого вмешательства плацебо-контролируемые исследования. Потому что
Даже вода из лужи, если ее зарядить и подать под правильным соусом, с вероятностью 20-50% может устранить приливы. Да, действительно, для устранения приливов, для того, чтобы доказать, что лекарство полезно для этих целей, нужна группа плацебо. Из доказанных методов это гипноз, поведенческая терапия, правда, неудобно. А вот то самое лекарство, которое уже появилось в Европе, физолинитант, виоза, который как раз-таки является антагонистом рецептора нейрокинина-3, то есть блокирует вот этот вот рецептор, чтобы не запустить центр терморегуляции на все вот эти вот процессы, связанные с высвобождением тепла. Ему в спину дышит элинзанитант, это уже другой препарат, его пока он на одобрении. Правда, из-за того, что были первые такие звоночки в постмаркетинговых исследованиях в виде повышения активности печеночных трансаминаз, ЛТСТ, такие токсические эффекты на печень у ряда женщин возникли, у маленького количества, рекомендуют определять АЛТ, СТ, билирубин в процессе лечения и до лечения. Но это, по крайней мере, выход для женщин, страдающих приливами. Помимо того, что у нас было раньше, это антидепрессанты, да, пароксетин единственный одобренный FDA для этих целей препарат. Мы часто используем венлафоксин, габапентин для ночных приливов. Ну и что касается травки, да, они работают, но они работают точно так же, как пустышки, как плацебо. Если в них верить, то как информированное плацебо, пожалуй, можно. Что касается отказа от курения, положительно влияет на частоту приливов, снижение веса тоже. А вот спорт сам по себе, поскольку в спорте ты и так потеешь, как показал кокрейновский обзор, не очень-то бьется с тем, чтобы снизить частоту приливов. Иглоукалывание, я не знаю, как они делали эффективное иглоукалывание в исследованиях, но показалось, что эффективность есть, но она сопоставима с группой плацебо. Есть еще такая штука, бета-аланин называется, негормональный препарат, который используется достаточно активно, я бы сказала. Вообще нет никаких исследований по нему, как по препарату, ну, я имею в виду таких нормальных, рандомизированных, клинических плацебо-контролируемых, чтобы он где-то зарекомендовал себя как препарат для лечения приливов. И в завершении. Вот такая вот штука. У нас есть пениамин, который включен в клинические рекомендации, официально в российские, который, равно как и авариамин, представляет из себя опять вытяжка из коров. Боже мой, что вам коровы сделали плохого? Ни одного упоминания о фармакокинетике, фармакодинамике, зато исследование одно есть, на которое ссылаются клинреки, где женщинам в течение 10 дней в попу кололи вот этот пениамин, который, обратите внимание, сколько стоит на курс, да, по цене чугунного моста, и получили по той же самой шкале Грина, которую можно использовать в научных исследованиях, снижение там на 1 пару баллов по депрессии, по тревоге, по еще каким-то параметрам. То есть это, причем по депрессии, так скажем, по сравнению с группой плацебо, вообще никаких сильных громадных различий мы не увидели. То есть, получается, 180 дней наблюдали за этими женщинами. Вообще, что это? Что это за 180 дней, которые мы потратим 40 тысяч рублей, чтобы у нас на 1 балл, может быть, снизился, может быть, не снизился уровень тревоги, немножко нарушился, восстановился сон, и кому-то даже повезло, приливы стали меньше, потому что они, в принципе, всегда уменьшаются на лечении. А что дальше? А какая безопасность, да, потому что по безопасности есть очень большой вопрос. Вообще у меня к препаратам, начиная с актовидина, авариамина, авариум композитум, плюс вот эпифизы коров, мы забыли, что существуют еще и такие страшные сущности, как прионы, и что во всем мире прионные болезни явились поводом для того, чтобы запретить использование препаратов, особенно из тканей мозга крупного рогатого скота, потому что умереть от болезни Крейцфельда якобы, ну, такое себе, это быстро прогрессирующая деменция с дезинтеграцией, а прионы очень устойчивы к обработке. Поэтому, друзья, 10 раз подумайте, прежде чем использовать безопасные негормональные способы из тех, что я вам привела в завершении нашей с вами встречи, и рассмотрите вариант с модификацией образа жизни с менопаузальной гормональной терапией. Благодарю вас за внимание. Если возникли какие-то вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Так, значит, вопросы. Вопросов немножечко накапало, да, у нас?
Ну, я вижу вашу благодарность, спасибо. Причем я вижу благодарность от врачей. Почему? Очень интересно, что сегодня врачи меня благодарят. Я вообще-то здесь рассчитывала пообщаться не с врачами. Так, значит, поехали. По вопросам, их немного на самом деле. Прием статинов в период перименопаузы может повлиять на раннее наступление климакса. Интересный вопрос. Главное, чтобы сейчас не увязнуть. У статинов есть свойство снижать уровень тестостерона. Я думаю, что вот в этом контексте их интересно бы поизучать. Я специально это не изучала, но когда мы на одной чаше весов имеем снижение либидо из-за снижения тестостерона, который можно добавить, да, на другой чаше весов мы имеем угрозу умереть от инфаркта, да, то понятно, что у нас в приоритете. Добрый вечер. Есть какие-то отдельные стратегии поведения в менопаузе у женщин диспластиков? Нет, кроме как работы над мышцами тазового дна, да, ношение эластического трикотажа, то есть никаких таких особенностей и женщины из этой группы как-то не выделяются. Только если это не какие-то аутоиммунные генетические болезни, там немножко надо будет индивидуально решать назначение менопаузальной гормональной терапии. Дидрогестерон или микронизированный прогестерон? Кто побеждает сейчас в этой извечной битве в составе МГТ? Кто лучше, кому лучше? Знаете, здесь я бы не сказала, что кто-то побеждает. Если честно, я могу сказать, что я чаще назначаю, опять же, с очень большим перевесом микронизированный прогестерон из-за его возможности этих седативных эффектов, антитревожных эффектов, для того, чтобы помочь женщине справиться со стрессом, потому что аллопрегнанолон. И именно пероральное, да, использование. Если пероральное не подходит, то, мне кажется, без разницы. Его есть смысл использовать, если только перорально. Спираль для женщин с небольшими менструациями и с дефицитом эстрогенов, вы имеете в виду Мирена или Кайлина? Да, конечно, именно это я имела в виду. А что нового в вопросе назначения МГТ при множественной миоме тела матки? Вообще не важно, какая миома, главное, чтобы не было миомы, которая растет в полость матки, и назначение МГТ должно сопровождаться ультразвуковым контролем. Подскажите, пожалуйста, какой возраст пациентки будет считаться возрастом отмены МГТ? Нет такого возраста, мы назначаем МГТ столько, сколько нужно женщине. Если у меня 9 лет нет менструации, диабет второго типа, остеопороз, можно ли назначить МГТ после вашего вебинара мотивированно? Вам, если можно, то запрыгнуть в последнюю дверь уходящего поезда, по крайней мере, в виде эстрогенов, да, то есть можно что-то другое, допустим, топическую МГТ можно совершенно спокойно назначить в виде того же ДГА или эстриола. А если для вашей ситуации, то вам подойдут, конечно, трансдермальные эстрогены как более безопасные. Есть еще немножко времени, но нужно будет тщательно оценить риски, да, пройдя обследование сосудов, липидного профиля, можно сделать коронарный кальций, такое исследование. Какие особенности, где меланоморфных невусов, гемангиомов печени? Нет, здесь никаких особенностей нет. Принимаете ли вы очно в Москве? Конечно, я принимаю очно в Москве. Карина Рустамовна, как вы относитесь к тренду обследования гормонов в слюне? Вообще с ужасом смотрю на этот тренд, потому что понимаю, насколько сложно стандартизировать слюну, да? Так. Скажите, насколько информативно сдавать АМГ, если после рождения ребенка прошло несколько месяцев, и ребенок на ГВ? Влияет ли ГВ и сроки после беременности на его уровень? Вы знаете, я не думаю, что это будет как-то глобально влиять на его уровень. Да, АМГ оказалось, что не такой стационарный показатель, как это нам виделось раньше, но, в принципе, мы увидим коридор, да, значений, который нас или успокоит, или условно даст возможность спокойно заняться этим ребенком и приступить к следующей беременности через какое-то время. Как поймать менопаузу, если использовать контрацептивный имплант? Читайте в моем телеграм-канале, была ссылка на эту тему. Спасибо большое за интересную информацию. По какой схеме к Мирене добавляется эстроген, эстрожель, в завесимости от возраста, да, если до 44 лет, то 2 нажатия. После 45 мы стараемся начать с минимально эффективной дозы, то есть одного нажатия. Молодым женщинам может быть 3-4 нажатия. Молодые считаются до 40 лет. Можно ли в молодом возрасте повлиять на свой менопаузальный период, чтобы его перенести?
вы знаете, я этому посвятила огромный блок информации. Можете еще раз прослушать. Лекция будет в записи. До какого возраста можно использовать КОК? До 50 лет. Какие схемы заместительной гормональной терапии возможны, если кисты в груди, миом матки, поликистоз печени? Насчет поликистоза печени надо уточнить этот момент. Скорее всего, это не противопоказание. Вообще эстрогены для печени, на самом деле, это, как ни странно, спасение, да, если это не цирроз, конечно. Вот. Сами по себе эстрогены снижают риски карциномы печени. И что касается груди, нам не важно какие там кисты. Мы гинекологи, я вам рассказала, да, мы очень примитивны. Если есть байрац-1, байрац-2, и плотность груди такая, что она почти прозрачная, да, то мы понимаем, что никаких рисков, связанных с МГТ, мы не ожидаем. Вот. Можно ли использовать монотерапию эстрогенами при удаленной матке с сохраненной шейкой матки? Конечно, можно. Если, смотрите, вот эта вот странная операция с сохраненной шейкой матки, которая, к счастью, все меньше и меньше применяется, да, потому что смысла в ней вообще никакого нет, абсолютно. Но, окей, у кого такая сложилась история, если у вас не было менструалоподобных реакций, да, вот даже чуть мазни, то значит, у вас вообще удалена матка по самую шейку, да. Но если у вас были какие-то менструалоподобные реакции даже после удаления матки, есть такой, у меня есть такая женщина, тоже пациентка, ей удалили матку, и у нее вот эти вот, видимо, недостаточно радикальное удаление, у нее все равно каждый месяц подмазывает. Я понимаю, что у нее синдометрия, и вот ей нельзя назначить монотерапию. А для шейки же риски рака, они связаны с эстрогенами, они связаны с вирусом папилломы человека. Это хоть один орган, да, но они... Тело матки – это одно, а шейка матки – это другое. То есть если нет тела матки, а шейка осталась, абсолютно вы в этом уверены и ориентируетесь вы на УЗИ, на отсутствие менструалоподобных реакций, то вы можете совершенно спокойно принимать монотерапию эстрогенами за небольшим исключением. Врачи об этом знают, о том, что если причиной удаления матки был эндометриоз или же рак первой-второй стадии, то здесь нужно использовать все равно, даже без тела матки, дополнительно прогестерон. Спасибо большое за интересную информацию. Так, это я уже спросил. По какой схеме нужно добавить к мигрени? Так, это я уже сказала. Ага. Здравствуйте, мне 29 лет. У мамы менопауза в 36. У бабушки прабабушки в 40. Низкий эстрадиол, АМГ 0,8, 4 фолликула. Значит, что я вхожу в переменопаузу, есть шансы родить ребенка. Поможет ли мне эндокринолог? Я не могу повлиять на эту ситуацию. Вам нужно очень тщательно обследоваться. У вас, скорее всего, Полина, это, конечно, так не обсуждается, да, но я бы насколько возможно, настолько быстро направила вас к репродуктологу, если пока нет возможности решить, да, свои репродуктивные задачи, а желание есть, то нужно запастись яйцеклеточками, да, то есть это или лучше эмбрионами. То есть у вас ваша ситуация требует особого внимания, но повлиять, к сожалению, на это наука пока бессильна, ничего не можем сделать. Мне 44 года, мне тоже. Почти год нет менструации, был рак щитовидной железы, полная резекция, нет негативных симптомов. Можно гормоны принимать, продлить? Конечно, нужно, не можно, в вашем случае нужно. Что лучше выбрать в составе МГТ, Мирену или Утрежестан? Вы имеете в виду, какой второй компонент? Если вы, мне кажется, что... Нет, не точно. Если выбирать Мирену или Утрежестан, и вы не заинтересованы в контрацепции, конечно, Утрежестан. Добрый вечер. Когда нужно начинать гормональную заместительную терапию? Об этом была лекция. Лихин. Не противопоказания для менопаузальной гормональной терапии. Из-за сильной крапивницы пришлось использовать дексаметазон 2 раза в месяц в течение 2 лет. Связано ли это с сокращением менструальных дней до 2 дней или это наступающий климакс? Сам по себе дексаметазон на это не повлияет, но это может быть причиной аутоиммунных заболеваний, например, причина снижения авариального резерва может связано быть с аутоиммунными заболеваниями, либо, если вы дексаметазон, эту информацию сохраните, пожалуйста, потому что когда вам стукнет 40 лет, если вам еще нет 40 лет, вас будут тестировать по шкале ФРАКС, вот там на предмет остеопороза есть вопрос, принимали ли вы дексаметазон или нет, и нужно будет прям в дозах эту информацию рассказать врачу, и врач рассчитает вам риски остеопороза, потому что что уж дексаметазон делает, так это повышает риски остеопороза.
Так, препарат Анжелик можно использовать 60+. Может ли на фоне Анжелика менструал-подобные реакции? Нет, если только в начале любого лечения на вот монофазной терапии, когда ты каждый день получаешь эстроген и прогестин, могут быть ситуации, когда у вас аномальное маточное кровотечение. Но начинать Анжелик после 60, наверное, нет. Ну, вообще считается, что после 60 лучше не начинать терапию, только очень индивидуально. Ну, можно, конечно, продолжать, но есть одно правило новое, да, когда мы долго что-то хотим принимать, самая безопасная формула – это трансдермальные формы и маленькие дозы. Скажите, пожалуйста, есть ли особенности МГТ при эндометриоме с аденомиозом 44 года? Да, если у вас уже менопауза, да, то это требует больших доз, достаточно больших доз сильных, хороших гистогенов, то есть трижестан, дидрогестерон, или тибалон в вашем случае можно рассматривать. Друзья, спасибо огромное за ваше внимание. Надеюсь, очень было полезно, не скучно. Вот. Немножко, может быть, не так академично, как обычно. Я вообще-то не рассчитывала, что у нас будут столько врачей. До новых встреч и оставайтесь на светлой стороне гинекологии. Всем пока!